Так, чатик, здравствуйте. Как ваши дела? Сегодня начнем с презентации Nintendo. Я вас в чате спрашивала. Запустила трансляцию, получается, ради Ди. Потому что только Ди мне ответила, что надо. Мне, конечно, тоже надо. Я люблю Nintendo, я вам много раз про нее рассказывала. Вот, у нас презентация будет через 3 минуты. Здравствуй, Джек. Потом у нас с вами будет Баудерус. И если мы не устанем, у нас будет презентация PlayStation State of Play. Да? Да, State of Play. Ди, спасибо большое. Да, Джек, а вы где? Расскажите мне. Тегаю вас в чате. Ты смотрел ролик Дустана, который я вам тоже скачала, выложила, чтобы вы все могли посмотреть. А вы забили на меня болт. Впрочем, как и всегда. Так мы тоже работаем. Чё у вас, минутки нет посмотреть? Поставить реакцию. Это же секунды. Ваши вот эти оправдания, они не проканают. Так, 2 минуты у нас. Я уже включила, кстати. Помните, у нас на прошлой презентации Xbox, по-моему, не работало это. Переводилка Яндекса. Я проверила, вроде должна работать. Так что, если что, перезагрузим. Чтобы не играющий Ди посмотрел. Ну вот, Диан, походу, все ради тебя выкладываю. Потому что только ты читаешь мои новости. Блин, если Ди начнет играть, пацаны, вам будет так стыдно. Я даже не представляю, насколько. И рейды закроет, и Day One закроет. Все закроет. За токсичность кто-то банит? Это кто? Xbox? Нифига, ты Xbox написал через Ну, переходите на PlayStation. Туда его, этот Xbox. Так, ну пока у нас тут ничего не происходит, но давайте включимся, чтобы проверить и звук. Алиса, стоп. Но походу у них звука вообще здесь нет. Типа, просто смотрите экран. Ну да, он в эфире, но без звука пока что. Хавайте так. Кстати, вчера выложили Банжи видосик с Эрис. Я послушала эту музыку. Надо, кстати, показать вам, кто не видел. Алиса, продолжи. Эта музыка была типа для того, чтобы вам было комфортнее фармить дань. И там музыка была настолько сонная, ну там из D1, из начала D2 песни, треки вот эти. Но, блин, фармить, конечно, дань под такое, это вот только банжи, наверное, могут. Презентация Nintendo будет 40 минут, как они сами сообщили. Кстати, могу вам почитать, что они тут пообещали нам. Марио Слона ждем. Они ничего не обещали. Но, кстати, помните, я вам рассказывала, что Nintendo делает... О, Алиса. Стоп. Делает, короче, эту Нинку 2. Может быть, ее покажут? Ее пока еще не анонсировали. Вроде как. Только сливы были. Графон, да? Подвезли.
Вообще у кого-нибудь есть Nintendo? Или чисто я и не играющая Ди это смотрим? Но, может быть, после этой презентации вы захотите купить Nintendo. Все не зря. Айси, здравствуй. Нет, на посмотреть надо. Правильно. Мы же с вами игровые стримеры. Мы должны быть в курсе всего, что происходит. Вон анонсировали же на iPhone Death Stranding, Ассасина. Кто знает, может сейчас Death Stranding будет на Nintendo. Понесемся покупать. Вы понесетесь. Я уже купил. Но уже надо ее, наверное, продавать, чтобы купить вторую и чтобы она тоже просто лежала. Пусть будет. Было бы славно. Какая девочка с бутылкой. Носится, носится. Hello, everyone. I'm Shinya Takahashi, and I'll be your guide for today's Nintendo Direct. О, ну давай, слети к чертям собачьим. О боже. У нас вообще сегодня Яндекс будет работать, мне интересно. Donkey Kong has stolen all the mini Mario toys from the factory. Вот чё он? Типа, нафиг надо переводить? А, может он перевел с китайского на английский? Блин, кстати, я смотрела до этого эту трансляцию КСки, и он там переводил идеально, даже музыку переводил. Здесь нет перевода. If Mario does this, now he can get across. Субтитры недоступны. Проклятая Nintendo. Platform too high? Reach it with a handstand jump or a backflip, like that. Блин, Марио топчик. Я проходила Марио, кстати. Принцесса там спасла какую-то. In this updated version of the game, you can play with a friend in local co-op. However you choose to puzzle your way through, it's up to you to recover the toys. А как же Зельда? Mario vs. Donkey Kong launches on Nintendo Switch February 16th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Готовим 5К. О, это наш принц. Помните его? Мне кажется, вы должны это были запомнить. Guide Sargon as he sets off to save the Prince of Persia and restore the world's balance. Tapping into the roots of the Prince of Persia series, this game features 2D side-scrolling action-adventure gameplay. Такое не запомнить невозможно. А кто-то будет на Xbox в это играть. But don't linger too long if you hope to survive. Harness sword and bow techniques, as well as time powers to best these hostile lands. Эта игра идеальна для Нинки. Вот кто будет в этом на Xbox играть, это, конечно, вопросики. А для Нинки вообще кайф. Use everything at your disposal to navigate this harsh world and defeat the mythical beasts that stand in your way. Get ready to save the prince and discover the mysteries of Mount Calf. When Prince of Persia: The Lost Crown launches on the Nintendo Switch system January 18th. You can receive the in-game Warrior Within outfit by pre-ordering the game from Nintendo eShop. These games will help you chase your passions. Rev up for true arcade racing in Horizon. Кстати, выкладывал вам новости. Ой, это Epic Games. Про PlayStation. Помните, у нас гонки Крю вышли на этих до 17
С сентября вы можете поиграть бесплатно 5 часов. И если вы потом купите игру, то она перенесется в основную версию. Можем, кстати, тоже поиграть, посмотреть, что за гонки. Но лучше, мне кажется, играть в Гран Туризмо, который я купила и ни разу не запускала. Спасибо за фоллоу. Какая веселая. Super Crazy Rhythm Castle launches on Nintendo Switch November 14th. Почти Baldur's Begin Gate. today on Nintendo eShop. Anya Forger has a new assignment from school, creating a photo diary. On weekdays, you'll head to class, then enjoy family Блин, почему не time in the работает evenings. перевод? Меня прям это On бесит. days off, you can visit all sorts of Яндекс, exciting алло. places, like the В beach чем у тебя or проблема? an art museum, in search of subjects to photograph. How will you spend your time with friends and family? Это карточное And what аниме. kind of photo diary will you help Anya make? Spy Anya Operation Memories launches on Nintendo Switch next year. Можете почувствовать себя школьником и водить Аню в Mario's школу. first RPG adventure returns. The Super Mario RPG game is back with updated graphics. Let's go over some new and returning gameplay features. Time your button presses with action commands to increase damage dealt or decrease damage received. When you time your attacks perfectly, you can now damage all enemies at once. Every successful action command will Надо fill this брать. gauge. When it's full, you can unleash the 3-character triple move. Depending on your current party, the move will change, so experiment with different combos. During Хомячков your любимых. adventure, you'll encounter bosses with colorful personalities. Ну кто, After дети clearing the будут game, играть? you can fight some of them again. But these powered-up bosses Вон у вас aren't ребенку gonna be там easy. сколько лет, 10, и вы такие, блин, а во что его посадить? Fortnite? Майнкрафт? Лучший выбор — Марио Set РПГ. off for adventure Всё. with Mario and Friends when Super Mario RPG launches on the Nintendo Switch system November 17th. Pre-orders are Вообще, available now через on месяц. Nintendo eShop. Hey. Look alive. We're almost there. The Nintendo DS game Trace Memory returns on the Nintendo Switch system as another code to memories. One day, a young girl named Ashley receives a letter from the father she thought had passed away. Seeking answers, Блин, she надеюсь, она sets будет off for строить the ферму. solitary Blood Edward Island Я in тогда search of куплю. him. Once there, Ashley encounters puzzles and obstacles Вы же that hinder знаете, her да, что investigation. все фермы начинаются с рассказа, что там кто-то получил письмо от дедушки там или от отца. Но тут, видимо, не то. Тут история какая-то. Can you? О, это как в Fatal Frame. She also meets a mysterious boy. What Очень truths похоже, await Ashley кстати. in this place? Даже No matter how домом. hard I try, I can't remember Dad's face. Who are you? The sequel, Another Code R, Journey into Lost Memories, previously unreleased in North America, is also included. So this is like Juliet, huh? Play both games to experience the full story. Unravel both adventures, fully enhanced for Nintendo Switch, when Another Code Recollection launches January 19th. Pre-orders begin today on Nintendo Прикольно. eShop. Блин, Джек намекает на то, что я русская. Но, судя по заработку, я, наверное, турчанка или еще выше, там надо просто написать стример. Both games are fully enhanced on Nintendo Switch. Возможность получить Please look iPhone forward to только playing them early next year. донатом. Next, please take a look at this. Как будто переводят, но как будто и не переводят. Опять Марио.
One day, a loyal toad presented a flyer advertising a show at the Sparkle Theater. Вы знаете, что Nintendo еще продает фигурки вот этой принцессы, Марио, Грибочков, Йоши, там по всем играм. Эти фигурки, вы можете их отсканить и засуммонить в любую другую игру Nintendo. Но каждая фигурка там 1000 по 2, по-моему, стоит. This perfect performance has become a terrible tragedy. Джек звучит ужасно. Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch. Блин, я бы вот в это поиграла, кстати. The ribbon alone won't Прикольно. always cut it, though. So let's do this. Красота, Золушкой стала. Whoa! Peach transformed into Sword Fighter Peach. By transforming, she can use fantastic show-stopping abilities. Fend off the Sour Bunch with sensational swordplay. Can Peach save this performance and its performers? There are more stolen shows to save. Valuable Дежавюки artifacts есть. from this museum have gone missing. Become Detective Peach, investigate clues, and track down who done it. Desserts have been snatched from this sweets festival. Turn into patissiere Peach and save it Блин, from a кайф, а sugar не crash. игруха. Вы посмотрите, можно даже The тортик Sour сделать. Bunch got their hands on this martial arts school. Become Kung Fu Peach and take it back from these foul fiends. Many other transformations are just behind the curtain. The stage is set. Our leading lady is ready for the spotlight. Princess Peach Showtime makes its debut on Nintendo Switch March 22nd. Напомните мне в марте. Pre-orders begin today on Здравствуйте. Nintendo eShop. That was a new look at Princess Peach Showtime. In Peach's latest adventure, the gameplay changes depending on her transformations. It looks like there are more transformations beyond the ones we showed today, so please stay tuned. Блин, Let's очень continue with some красивая more игра. headlines. A new saga begins. A multi-layered RPG full of rich stories awaits in Saga Emerald Beyond. There are Square 6 Enix. heroes to choose from. Эникс. A young man who Тоже fights надо with брать. sentient puppets. A witch disguised as a schoolgirl. Это to почти mask her финалка, identity. кстати. A crime-fighting duo chasing down a mysterious organization. A songstress mech who lost her voice and body. And a king of darkness who was recently reawakened. Select a hero, then follow their journey through 17 interconnected worlds as they strive to achieve their goals. Очень убогая How the финалка. story unfolds is in your hands. The choices you make can unlock different paths more than ever Не, before это не seen in берем. the Saga Это что-то franchise. ужасно. Fight in timeline battles, turn-based combat in which turn order is crucial to victory. А чё они Use убогие-то special такие? techniques to control the order of actions. Или это, может, Or додумка activate такая? team combos to swing the tide of battle in your favor. Как будто Saga не Emerald прогрузились. Beyond launches on Nintendo Switch next year. Хотя до следующего года, может, допилят. The legendary Raider returns. Ди, твоя игра. The first 3 Tomb Raider games, all with upgraded visuals, are venturing onto Nintendo Switch in one daring Господи. collection. As the fearless archaeologist Это Лара Lara Крофт, Croft, типа? you'll travel the world and face off against deadly foes Не узнала and её в even гриме. deadlier legends. Climb, backflip, and swan dive through perilous quests spanning different countries Ну, and надо брать. mythologies. Along the way, you'll solve puzzles to uncover treasures of the ancient world and unravel Смотрите, как mysteries графон lost to подтянули. the ravages of time. This faithfully remastered trilogy comes with all of the expansions and secret levels for each game. You can also toggle between the original polygon look
and the upgraded visuals at any time. Они Tomb ноги Raider 1 through 3 доделали. Remastered, starring Lara Croft, launches on the Nintendo Switch system February 14th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Можем This предзаказать. detective's got a second bolt of brilliance. Every great detective starts their day early. This is Rhyme City, a place where humans and Pokemon coexist. The detective duo of Pikachu and his partner Pikachu. Tim investigate various cases while searching for Harry, Tim's missing father. Tim interviews people, Pikachu interviews Pokemon, and they find the truth Он уже together. осознал всю свою жизнь. They'll also rely on other Pokemon to Чисто с broaden the кофе scope of такой their утром. investigations. Follow Sense with Growlithe. Это Шерлок Smash Пикачу. rocks with Darmanitan. And peer through walls with Luxray. Can Tim and Pikachu solve all the mysteries Я, and кстати, find Harry? купила последних. Вот этих Пикачу Find на out when Нинку, Detective Pikachu returns. но так и не Launches on допрошла. Nintendo Я там Switch начинала October собирать этих 6th. покемонов, Pre-orders are available now on Nintendo но остановилась eShop. в какой-то деревушке. Почти на старте. This game's a real toot. Raise your brass for the quirky rhythm game, Trombone Champ. Play the notes in time with the music as best you can. But how you play that horn Meh. is up to you. You can use gyro controls to adjust the pitch up and down. Or the IR motion camera on the right Joy-Con controller. The Ну, controls знаете, не are так уж и плохо, если pretty ваш unique. ребенок будет играть в Mastering Майнкрафт. every control scheme won't be a walk in the park. Я тут подумала. Honk your way through nearly 50 songs spanning various genres, from classical to electronica and everything in between. Plus, up to 4 musicians can band together in local multiplayer. Там на заднем фоне еда Trombone какая-то Champ еще. slides onto Nintendo Switch later today. Battle your way to victory in these Nintendo Switch games. 10 teams of 3 will duke it out for survival in this online battle royale brawler. О, это типа этого. Knock your opponent's health down to 0 and Помните, deliver a finishing блин, вот кто blow. помнит-то? У нас дети в Фортнайте играли в какую-то игру. Ее еще забанили Choose потом. from 15 в heroes, Рашке. each inspired by a different Очень mythology. похоже на нее. Work with your allies to be the last team standing. Battle Crush is free to play and launches first for consoles on Nintendo Switch next spring. A closed beta test will be available this October. Lead your mercenaries to fame and fortune in Oh, this Ведьмак. open-world tactical RPG. Take up various contracts, from protecting townsfolk from thieves to vanquishing the land's most notorious figures. Before battle, equip your mercenaries with the best gear and skills to claim victory and live to see another day. Up to 4 players online can jointly command a troop and journey together across this vast world. War Tales launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch later today. Run and gun in this reimagining of the beloved NES classic, Contra. Blast through explosive stages with a devastating arsenal of weapons to crush the Red Falcon forces. Spring into action with easy pick-up and play controls and a variety of difficulty options. This reimagining from Konami and Way Forward features new weapons, enemies, powerful super attacks, and a 4-player co-op mode. Contra Operation Galuga storms onto the Nintendo Switch system early next year. А могли бы вместе вот так бегать? Liberate your kingdom. Но у вас нет Reclaim Nintendo. your destiny. Вон Destiny. 'Tis a grievous tale which speaks of Febrith, one of stolen destiny, stolen minds, and stolen nations.
Yet as the world stands consumed by immense evil, a fallen prince shall rise again, ring of legend lighting his path. That is the Ring of the Unicorn, ancestral treasure of Cornia's royal lineage. Как Legend преобразился speaks of your Дустан ancestors на wielding it to Nintendo. purify evil. Yet the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Walk it I will, Mother. Freely traverse an expansive world. Gather new allies, forge your bonds, and lead the liberation to glorious victory. Озвучка кайф. Cultivate a grand army Они еще так with over продают 60 её unique хорошо. characters, from humans and elves to massive beasts and heavenly angels. Today marks our first foray into the mists of despair which hang heavy over our home. It may take days, months, or even years, but I shall see the duties of my bloodline fulfilled. Atlas and Vanillaware present the rebirth of tactical fantasy RPGs. Unicorn Офигеть, Overlord. как много РПГ. Available March 8th, 2024. Luigi's Mansion 2 HD. Welcome to Evershade Valley, a place that's screaming and teeming with the supernatural. Luigi, our faint of heart hero, was sent here to check it out. Time for some mansion mayhem. No spooky adventure is complete without this vacuum-like device, the Poltergust. Вот Use it to база, light они up dark ваши areas, эти резиденты. vacuum up objects, and interact with the environment. It's a handy tool for your paranormal escapades. Смотрите, сколько механик. Plus, when you spot a ghost, pop! You can stun them with the strobe bulb, then vacuum them up. You can even grab multiple ghosts at once. In this game, you'll find ghosts haunting, a former plant research lab, a broken down clock factory that's full of sand, a mine covered in ice and snow, and even more places. Локаций сколько. These troublemakers will use every trick in the book to block your path. Can Luigi summon his courage and save the day? Блин, Starfield это Looking for имба, other ghost конечно. hunters? Up to 4 Очень players хочу online поиграть, can do но some жалко, её нет у меня. exercise across different Так бы multiplayer играла modes. дни и ночи напролёт. Luigi's Mansion 2 HD creeps onto Nintendo Switch next summer. How was that? Next, we have 2 announcements to share. First, please take a look at this video. Смотрим видео. What's that? It's a large question block. Actually, this question block currently appears on the roof of the previously announced Nintendo Gallery that's under construction in Uji City, Kyoto Prefecture. The official name of this gallery will be the Nintendo Museum. At the Nintendo Museum, a wide variety of Nintendo products from the company's history will be displayed. Construction is going well, and we plan to finish up by March 2024. We'll share more information, such as the opening date, at another time. Please stay tuned. Next, we'd like to share some updates on upcoming amiibo figures. These Zelda Во, and про эти Ganondorf фигурки я amiibo вам figures говорила. are releasing on November Там 3rd. внизу печать для And Нинки amiibo идет, figures of которую Noah можно and Neo отсканить. from the Xenoblade Chronicles 3 game will be released as a Amiibo, set точно. on January 19th, 2024. And finally, we have a new amiibo figure to announce.
The DLC fighter from Super Smash Bros. Ultimate, Sora from Kingdom Hearts, is on the way. With the release of Sora, everyone is here from Super Smash Bros. Ultimate in amiibo form. Please look forward to its release next year. That's all for today's amiibo announcements. Можно купить все фигурки или новый iPhone. Давай, Infinity, скажи, что вот. Ну вот по сравнению с этим, Starfield — это игра года. Returns as a 99-player battle royale. F-Zero 99. Race on classic F-Zero courses with machines from the original Super NES game. Мне кажется, даже здесь будет сюжет лучше, чем там. But be careful. Your power meter will decrease if you crash into pilots or guardrails. Сколько здесь игроков? You're out. You'll need to avoid collisions and conserve your power meter to stay in the race. 99. Feeling risky? Spend some of your power meter for a temporary speed boost. You can also collect super sparks, which appear when machines collide, to boost up to a special path called the Skyway. It's your best chance at bypassing your О, видали, rivals что and можно? jumping into a higher Вот есть position. такое в Гран Туризмо, или в Форзе, или в Complete Крю? goals while you're Нету. racing to unlock cosmetic Поэтому options for your надо брать machine. Nintendo. "99 players, one winner. It's time to race your way to first place. Because F-Zero 99 will be available exclusively for active Nintendo Switch Online members later today." More than 30 years after its original release, F-Zero is back as a battle royale game. This title also supports the Super NES controller available exclusively for Nintendo Switch Online members. We hope you will give it a try and aim for first place. Okay, let's continue with some more А headlines. джойстик, который идет с Nintendo, это типа фигня, да? One little hero, one humongous problem. Welcome to Vandal City, a whimsical land вот такое inhabited by я small люблю. fuzzy beings called Yordles. After a party Божечки. gets a little too wild, the portals holding the land together Надеюсь, там collapse можно and throw сажать. everything into chaos. It's up to you and your knitting magic to stitch Vandal City Потрясающе. back together. Какой графон. Journey across the Видите, land насколько to она gather уютная? materials and craft items and meals for the locals. Можно крафтить As you еду. continue gathering and crafting, you can weave together new upgrades by unlocking more branches of the skill Почти tree. пали. Enchant your experience even Рыбалка further есть, почти by Дустан. embarking on quests and hosting festivals for the community. Can you save Vandal City? And what mysteries will you discover during your magical adventure? Vandal Tale, a League of Legends story, launches on Nintendo Switch next year. Wait, did you hear that? Join best friends Nunu and Willem on a journey across the frozen wilds of the Freljord. Jump, climb, and sled your way through a beautiful yet treacherous land, where every step taken and each puzzle solved will bring you closer to the truth about these friends and their past. Song of Nunu, a League of Legends story, launches on the Nintendo Switch Nunu. system November 1st. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Let's move into Formation. Ну, вот это тоже что-то годное будет. Greetings! Welcome to the island. Почти Animal Crossing. This tropical resort contains tons of micro games that'll get your body moving. In each micro game, you get into a specific pose called a form. Copy the form shown, then perform Чат, the надо correct скидываться, action чтобы as quick as стримить you can. такое. Hand model. The micro games will come one after another, so Это look же на alive. фотках.
Plus, up to 4 players can battle it out in party mode. О, там можно играть вчетвером. Reach the goal without getting caught by Medusa. Freeze! Or settle the score in an arena to be the last one posing. With over 200 lightning-fast microgames and multiplayer modes aplenty, everyone's in for a wacky time. WarioWare Move It launches on the Nintendo Switch system November 3rd. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. A heroic tale will soon unfold. Lead an army of over 100 heroes into battle and put an end to an empire's invasion. Meet Noah, a humble villager. Sane, an officer from the Empire. And Marissa, a forest guardian. These 3 band together to fight for a common goal. On their journey, they'll meet a variety of heroes who can join their cause. This is your home base, known as the headquarters. As allies join you, additional facilities will become available. You'll be able to tend crops, open shops, and more. Each hero you encounter has their own backstory and motivation. They may not always get along at first, but these conflicts may strengthen the bonds between your heroes. Trust. О, здесь и аниме, чат. Justice Вообще. and truth. A heroic tale will Находка. begin. И огромные When Eiyuden боссы. Chronicle 100 Heroes launches on Nintendo Switch, April 23rd. Participate in some pixel-perfect play. Пиксели. Next stop, Мои Octopia. любимые. Travel to a charming parallel world in this paid DLC for Eastward. Help Фэнтези. Sam and John turn the pages of a new chapter Посадки. as they adjust to country Чат. life in a mountainside Будем village. играть в это. Tend to livestock. Whip up culinary delights for your neighbors. And restore buildings to help the village thrive. Я And такое if you're люблю. new to Eastward, Еще и don't пиксели. worry. 10 You в can одном. access the DLC even if you И haven't played the рыбалка main вон. story. Eastward, Красота. Octopia ventures onto Nintendo Switch this holiday. В эти выходные? В эти Get back праздники? into the Когда? groove. In this sequel to War Groove, charge across 3 tactical campaigns with valiant factions, including a new mousefolk faction, the Fari. Plus, you can now supercharge your commander's groove to unleash devastating attacks. Lead a roguelike offensive in conquest О, mode. это прям герои 3. Battle friends locally or online. Or create and share your own cutscenes and campaigns. War Groove 2 marches onto Nintendo Switch as a console exclusive October 5th. Эксклюзив. Pre-orders begin today on Блин, Nintendo Infinity, eShop. ты что, в чате решил все написать? Ты хочешь, чтобы... Dive and catch fish by day, Чтобы что? then serve them as sushi by night in the aquatic adventure Sushi? Dave the Diver. Когда у меня темно стало? Use the fish you've caught to concoct recipes and create the day's menu. Then tend to the clamoring customers at your sushi restaurant. Ресторан. Explore an ever-changing underwater world to find the best ingredients and strive to exceed culinary expectations. Русалки Dave the Diver какие-то. launches first for consoles on the Nintendo Switch system October 26th. Pre-orders and a free demo swim onto Nintendo eShop later today. Не, это какая-то такая. Не прикольно. The final wave is О, racing in. Марио Карт. Here's a sneak peek Кстати, at Wave играла. 6, У the меня есть final этот wave of the картридж Mario с Kart Марио Deluxe Карт. Booster Course Pass DLC. From the Mario Kart Я там Wii выиграла, game, по-моему, раза Daisy 2. Circuit. More returning characters всё. are also being added in Wave 6. From the Mario Kart Double Dash game, Diddy Kong. From Mario Kart Wii, Funky Kong. Вот в том Марио Карт там And from the 10 Mario Kart огромных Tour карт. game, Pauline. Они потрясающие. Здесь что-то как-то такое. And also, Key Jet. Надо вам показать будет.
Wave 6 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC for the Mario Kart 8 Deluxe game drives onto Nintendo Switch this Не, он и holiday. без DLC, Active короче. Nintendo Switch Online Plus expansion pack members can enjoy this DLC at no additional cost. The Infinite. DLC can also be purchased on its own. Ну, это Starfield, получается, играть. Something new Among is among us. Все, продано. Ну, этот будет платный. Я в стиме, по-моему, его за 100 брала. На андроиде. Блин, на Infinity не продашь ты мне свой андроид. Даже сам Монкас. Блин, прикольно. Карты новые, задания новые. Слушайте, надо взять. Сколько он стоит будет? 1003? This new map for Among Us is free and launches this October. Бесплатно. Я слышал, он What did you сказал think? free. Thanks for sticking with us 2 this far. бакса. Next up, we'd like to recap some of the previously announced Nintendo titles you can look forward to Блин, playing скачаю, from покажу вам September тогда. onwards. Let's take a look. Так, запоминайте, как ферма называлась? Надо ее загуглить. Вот это, конечно, имба. Не, прикольно. Я вам говорю, если у вас ребенок 10 лет, это все кайф. Прям... Ну, не все. Но игр 5 точно. We hope you're looking forward Про to these Марио, upcoming про titles. принцессу This next video will be our призраков last announcement. и что-то еще. Please take a look. Но я с удовольствием играла. И в Марио, и в Йоши. Вообще кайф. И Animal Crossing тоже. Кстати, очень много взрослых ребят играет. Ну... Такое. Зато сколько механик. Женщина топовая. Вот это Йоши, кстати. Вы же, наверное, даже не знаете, кто такой Йоши. Бумажный Марио.
Paper Mario: The Thousand-Year Door, originally released on Nintendo GameCube, will return with enhanced graphics. Whether you played the original or have yet to play it, we hope you look forward to experiencing this adventure in a paper world starring Mario and friends. That's all for today's Nintendo Direct. Thank you for watching. Блин, Infinity твои сообщения, даже модерация Твича не пропускает. А ты это вообще на что написал? Про Хана Соло? Да здравствуйте, чтобы я отлетела? У меня и так модеров нету. Все закончилось, кстати. Конец. Хватит. Наигрались. Алиса, продолжи. Так. Может быть, я сейчас найду? Не выкладывали, интересно, новость со всеми играми? Так. Том Райдер еще, кстати, был. Контра. Что-то мы их пропустили. Забыли про них. А, наша игруля, короче, называлась... Так, надо закрыть. А, кстати, оставим, наверное, еще. Так, отмена. Нам же потом еще State of Play смотреть. Пиксельная адвенчура. Зимой 23-го года будет. А я не помню, ты там слово написал. Про Русь. Так. Вот эта игруха. Вот, а так они вот все списком, но... Вопрос, сколько все это будет стоить. Того же Марио или вот этих Луиджи было бы неплохо пройти ради интереса, но если это все по 1005, ну их нафиг. А скорее всего так и будет, потому что все игры на Нинку стоят нормально. Да, как мы скипнули вторую Зельду, которая топовая. Но Зельда стоила 8К. Так. Где наш Балдур? Контра была. Да, мы просто ее с вами это забыли. Когда вспоминали игры. Так, мне надо поменять название. Сейчас мы изменим мероприятие на Балдур. Готово. Так, где мой лаунчер? Блин, почему он постоянно переносится на другой монитор? Слушайте, прикольная презентация, достаточно добрая.
Там хотя бы игры не надо спасать весь мир, мы все умрем, защитите страну, еще что-то. Там все доброе, милое. Так, все, погнали с вами в Балдур. Я надеюсь, Алиса, стоп. Алло, мышь. Я надеюсь, что мы сегодня с вами дозакроем все-таки Балдур. У нас есть запас по времени, но мы с вами его проходим уже, сейчас скажу, сколько часов. И надо звук, кстати, настроить. Кстати, помните, на чем мы остановились? Мы с вами остановились на том моменте, когда... Блин, надо тише сделать, очень громко. Когда у меня дропнулся инет. Мы с вами убивали Рафаиля, который владелец ада, скажем так. И у меня не сохранился с ним бой. С его 666 хп. И мне пришлось после стрима сидеть и еще так часик его добивать. Я его убила с первой попытки, но я там пока сидела, свет еще не выключила. Думаю, надо так чаек заварить, еще что-нибудь, поэтому пришлось его ковырять без вас. Я сохранилась на надежде, но, по-моему, я сохранилась уже забыв, что я должна вам показывать. Я там начала диалоги ее слушать. Она сказала, что предлагала варианты ответа. Сейчас посмотрю, будет ли тут. Вот, она предлагала пойти со мной в лагерь или остаться, типа, в аду. И у меня диалог свелся к тому, что... во, какая я молодец. Я сохранилась даже раньше, походу. Или позже. Да, она ушла позже, короче, не сохранилась на моменте диалога. Она хотела остаться в аду. Я предложила ей пойти в лагерь, она такая: как я оставлю ад без надежды? Ты что? Это невозможно. И пришлось ее тут оставить. Вот. Плюс мы с вами убили ее сестру. Она еще говорила про нее, что надеюсь, что она осознает свои ошибки. Во, Карила, ее сестра была. Осознает свои ошибки и типа извинится, и я ее прощу. Что-то такое. Здравствуй, царь. Через 14 минут презентация CD Projekt'а. Да ладно, сегодня она? Ё-моё, надо смотреть, получается. А скиньте новость. Что-то я ее пропустила. Так, дайте я гляну. Блин, это опять выходить, что ли, или что? Разве сегодня? Так. Да, Nintendo мы посмотрели. Слушайте, не вижу про CD. Вы, наверное, меня дурите. Ладно, разберемся. Может, еще выложит новость. Кто планирует, кстати, играть в Киберпанк? Уже оформили предзаказ? I need a quick word. What? You fought well. We could use such strength in the Blood War. Now I'm free of Raphael's blasted contract. I can return to the front lines. Извините. А ты... молодец. Так. Twitch. Я, по-моему, на них не подписана. Придется искать в поиске. Да, в эфире. Home. 10 минут осталось. Чат, хотите смотреть? Будем смотреть? А на Ютубе они не стримят?
YouTube. Окей, поиск. Давай, работаем. CD Project. Блин, жалко, они на Трову не стримят, да? Не, кстати, не стримят на Ютубе. Как это так? Хотят подписки залутать с октябрь? Вот это гении, конечно. Да. Короче, только на Твиче придется смотреть. 9 минут уже. Будет Киана? Не знаю. Вряд ли, наверное. Потому что если бы был Киана, они бы, наверное, на PlayStation бы его позвали. У нас же презентация PlayStation в 12 ночи сегодня будет. И там еще покажут Final Shape, наш любимый. Я вам слила видосик в Discord, кто не видел. А кто не видел, может посмотреть в 12 тогда, кто не подписан на DS. Так, он освободился от контракта. У меня есть своя передовая. Я перебью всех дьяволов. Можем, кстати, его с собой позвать. Whoever your enemies are, they have good reason to fear you. And I'll gladly lend you my skills against them Я when the помогу time тебе. comes. Кайф. Until Спасибо. then, good luck to you, little rabbit. You're a finer hunter than Я any Little wolf. Rabbit. Супер. Пойдем бесплатно хилиться в бассейн? Или не пойдем? И Джессик. Собственно, тогда будем смотреть. Там 6 минут. Ну, блин, тогда играть нет смысла, если через 6 минут сейчас начнется все это. А я лутала его, кстати. По-моему, я его не лутала. Надо найти трупак. Ава. А нет, это не он. Вон он. Так. О, ни хрена себе. Броня. Так, джин берем, бабки берем. Доспехи адского заката. Берем. Слишком много текста, читать не будем. Хотя это, наверное, очень интересно. Так. Надо себе эту броню взять. И надо бы от крови отмыться. Было бы славно. Тяжелая броня. Я вообще тяжелую броню могу носить? А у нас какая была? А, да, тоже тяжелая. Могу. А, мы в опасной зоне. Better not be cursed. Find your way into the devil's lair. Risked mind, limb, and freedom. All to steal the Orphic hammer. Геральт I hope злится. your ambitions end there. I have already told you that the Githyanki prince only wants to see you dead. Нет, я доверяю тебе. But it seems you still do not trust me. Open the prism. I trust Gith's heir over a wretched geich. No. His domination No. is what keeps you free. You know this already. Still, you would test our alliance. You are falling into the same trap as the Chosen. Their distrust of one another is their undoing. We must not make the same mistake. We must work together. Аж капсом написали. Да, Геральт что-то начинает опять свою песню. Я ему доверяю. Но я вообще туда шла не за молотом, а чтобы самоутвердиться. А, здесь можно от него отказаться, кстати.
Я об этом не просила. Не хотела с тобой оставаться. Но у меня в планах освобождать Орфея нет. Я вам так скажу. Поэтому я бы выбрала второй вариант. Да что опять с вебкой? Она опять умерла? Алло. Кто глазит мою вебку? Это Гейл? Блин, чат, пора скидываться на вебку. Видите, она не вывозит. Блин, а в прошлый раз у нас с вами тоже вебка умерла, а потом комп умер, да? Будет прикольно. Коллекционку Марио. Пожалуй, нет. Блин, как-то очень странно, почему она начала отлетать, если у нас до этого все было норм. Так. Вот именно, кстати, я еще Дустан не предзаказывала. Так, у нас с вами 3 минуты, 4 минуты даже до начала Киберпанка. Давайте тогда... Сейчас я вам его открою. Игру сворачивать мы, пожалуй, не будем. Так. А чё он не на весь экран? А, во. Не сделали. Блин, офигеть, сколько сегодня презентаций. Так мы уже вышли, кстати, из этой адской доли, или где мы там были-то. Не, Геральту скажем, что освобождать не будем, и все. Еще не вышли, так вышли. Я же нажала на этот портал, мы вышли вот в этот паб, где адская, короче, вот это домик вот этот. Я вышла из портала. Блин, так надо опять название трансляции менять или что? Или останемся в Болдере? А вдруг покажут какую-нибудь фигню? Трусы, кстати, опять дают в Болдере. Кто не залутал еще. Но за 80 часов вы уже должны были залутать 10 пар этих трусов. Вы, кстати, не сказали, кто будет играть в Кибер. Кто-нибудь будет играть? Или мы сегодня просто так чисто смотрим? Nintendo, Кибер, чтобы было.
Hello everyone and welcome to this special jam-packed episode of Night City Wire. This is the place where we talk all things Cyberpunk 2077, or rather, all things Phantom Liberty. My name is Papa Busha and I will be your host today, and we have a lot to go through, so let's get started. We've got gameplay, behind the scenes, music, and plenty of surprises along the way. Speaking of, let's kick things off with a world premiere of our brand new Phantom Liberty CGI trailer starring the one and only Idris Elba. This is it. Trust me. You know I do. Блин, кайф. Tell me I'm right where you wanted me. Now tell me I'm out of this goddamn town. Nobody on you. I just caught surveillance cams. Adios, Night City. Should be back in the homeland by 2 a.m. Yeah. What about you? Get your ticket out yet? I hear the government's sealing a deal. I told you. You're the president's favorite. You're gonna walk out of this on a red carpet. Yeah, sure. Hey, you deserve Смотрите it. на персонажей I wouldn't be alive if it wasn't for you. Кибера и на персонажей Старфилда. You know what I'm thinking about right now? Tell me. Taco stand back home. First thing I'm gonna do when I get off this train is head right there. I swear those quesadillas come to me in my dreams. Place sure sounds tasty. Yeah. You were the one that took me there in the first place? Yeah. I remember now. Wow. Listen, when this is all over, you gotta take a break, you hear me? Tell me, do you copy? Show me we got a passenger and he's carrying. I think we might be compromised. Can you hack the trap? Show me. So me, you want a pill? So me. Excuse me, Madam President. Тебя бот удаляет сообщение. It's going to be a long flight. No, thank you. I wouldn't be alive if it wasn't for you. What a cliffhanger! Everything you saw in the trailer happened 7 years before Phantom Liberty begins, so there's definitely a lot more story to discover in the expansion. Now we're gonna hear from Idris Elba himself to talk more about the trailer and how he brought Solomon Reed to life.
I'm Idris Elba, and I play Secret Agent Solomon Reed in Phantom Liberty, the upcoming expansion for Cyberpunk 2077. Reed is a professional, someone that's lived many lives. He's basically a sort of secret agent that has worked in Night City for a long time and has been a special ops operator and, basically has kept his head down until now. And when he comes back in a major way. He's a pivotal character. You learn a lot about the story through Reed. And actually meeting Reed is like, it can either go one way or the other. The treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Obviously, with a spy character like Solomon Reed, you don't know much about him. You know what maybe he's capable of, but can you trust him or not? A spy story will make you think one thing, and actually you should be paying attention to something else. Every now and again, in the storyline, you actually get some nuggets of who Solomon Reed is, and he's reluctant. He doesn't really like to just open up and say it, but his personal side is definitely one that's filled with torment, betrayal, trauma, but at the center of his personal life is his work. Like, he really loves his job. He's a very, very dedicated agent, and you get to know that as you play with this character. Не, красавцы. So, Если in есть the shot, ресурсы, I think почему Reed нет? is thinking about all the things he's done as an agent, as someone that has dedicated his life, and now he's about to walk away. And it's symbolized in this huge leap that he's about to make. It's also a leap into his freedom. That's what I love about Cyberpunk, is the technology. The tech Вот is почему в mad. беседке нет этих ресурсов? Solomon's right here. He's done. He's on the train. He's about to chill. He's leaving. And also he has the one person that he trusts to help him make that escape. He's not thinking that anyone could have infiltrated him. No one even saw him get on the train. He jumped from the sky. So he's feeling really good. For anyone who's really looking at this frame, there's a big Easter egg. Look for it. It's there. It's in the frame, but it's a big Easter egg. That's all I'm saying. Только пригласили и все. Get your ticket out yet? So me. I hear the government's sealing a deal. I remember shooting this, and you sit in these sort of like pajamas, basically, with all this stuff all over you, and you got a big sort of camera thing rig on your face. You've got to really get into the imagination of your character. And I remember shooting this, and it's incredible, man. Now look at the detailing on the animation. Obviously, I was there, so I'm acting, but to see it come to life like this is bonkers. Taco stand back home. First thing I'm gonna do when I get off this train is head right there. I swear those quesadillas come to me in my dreams. It sure sounds tasty. The Reed-Somi relationship's a really big thing to unpack. It's really good. I can tell you that, Solomon Reed and Somi have a special bond. More or less, Somi is his protege. He trained her to some degree. He's one that looked out for her. And all I can say is that he trusts her. This is the moment. That's the beginning of the section where it starts to literally crumble for their friendship. Super tense moment there. And this is for Somi, this moment of, do I, don't I? Do I betray a friend? Someone's like a father. She's under an incredible pressure that we don't realize. It's either her or him. Yeah, I betray. And that's why I love this moment, when he touches the door and he's like, Somi, he knows immediately he's been made, he's dead. There is a moment of remorse and a moment of sort of regret, I guess, feeling a bit betrayed from Somi, but that's not what he's thinking about right now. What he's thinking about is like, okay, how do I try and up my odds here and get out? 7 years later. This is the moment that you actually realize that Somi is just a different person. You know what I mean? Like, she's a lot more harsh looking, colder in the eyes. So me, you want a pill? So me. Excuse me, Madam President. Now she works for the president. It's going to be a long flight.
No. But the plane just got shot down. I wouldn't be alive if it wasn't for you. Now that is a good trailer. Саундтрек. Да блин, опять она умерла. Dogtown is, I guess, the most deadly place in Night City. It's a district ruled by militia. It's also sort of like a labyrinth of crumbling infrastructure. And by the way, the scale of Dogtown is incredible. You know, as a storyteller, it's just an amazing canvas. Because it's open world, I mean, you can pretty much go anywhere in it, and it's just like incredible. And the writing in this expansion is really, really good, especially around Solomon Reed. You know, because it's a big storyline and it's really well dialogued. He's a really big character. It's really complex to play, actually. This is the first major game I've done as a voice major, and it was an easy yes for me because I'm a big fan of CD Projekt from the Witcher games and Cyberpunk. What I really liked about it is the fact that it's so big and a real character study. And it was a challenge for me, I'm not gonna lie, but in terms of the voice, I have to have the spectrum of emotions in the way I speak, in the way he answers. The whole experience was definitely like a learning curve. And I can say I've done it, and I've done it, you know, in a really phenomenal game. Dogtown. Burn it to the ground is what we'll do. It's a simple choice. Them Титры не так страшно, зато слышите речь актеров. Это же Peace comes at a price. Someone's always got to pay. Awesome stuff. Seeing Idris Elba in action and talking about his character really makes me want to get to know him more in the game. But new characters aren't the only addition to Phantom Liberty. Music has always been a vital part of our games and the stories we tell. We've created a brand new score for Phantom Liberty, and right now we'll hear from senior composer P.T. Adamczyk and composer Jacek Paczorkowski to discuss creating music for a spy thriller. We'll also hear more about the new radio stations coming to the game, featuring all new tracks from artists from all around the world. Hey guys, how's it going? Hey Pavel. Hi, Pavel. Good to be here. I'm great. It's awesome to have you guys here in the studio, and I want to know everything about Phantom Liberty and its score. So tell me, like, what's going on here? Like, what are the inspirations? What type of music can we expect, and how does it fit into Cyberpunk 2077? Can definitely expect more cyberpunk vibe, although we spiced it up a little bit more with spy thriller themes throughout the project. We wanted to make players feel like they're secret agents behind the enemy lines, give them the gravity of the situation and also the danger that V is in during their mission. The most influential part, I think, is the new characters that are introduced in the expansion. Yes, because it's a CDPR game and characters make the story. Apart from the spy thriller thing, there's obviously a very deep, emotional, and very human story that we're trying to tell. And this time, the main relationship between Songbird and Reed is sort of what we're focusing on musically. It's also, what is the principal theme musically in this expansion. Everything basically like it's always in CDPR games, many different layers, but at the heart of it is a touching story. I'm happy that you mentioned that characters are very important, and I always treat like characters being the catalyst of the story itself. But we're known for our storytelling. There's a lot of things going on, and music kind of needs to play into that in order to have certain emotions come out of players. How difficult is it to marry all these things together? Well, it's definitely challenging. It was challenging in the base game, and because right now we were so focused on the story of the triangle between Reed, Songbird, and V, that we were able to put even more detail into the sort of musical storytelling for this expansion. So it was definitely difficult, but I think also very rewarding, and I hope it's going to be really enjoyable for the players as well. It is something that I look for when playing a game, kind of seeing how the music affects me.
And in some games, it's I think one of the most prominent things. And I also know our community has always been saying that, you know, when it comes to music, like you guys always nail it and bring, you know, A game always. That's very kind. You have something to add to that? Well, to me, it was actually relatively easy because I came on board only about a year ago. So the sound, even for the expansion, was already established. So I needed to fit within a spectrum that was created by PT and Marcin. Also added something for myself, did some gritty synths of my own. So we know we have the, you know, the basics more or less. Of course, I know that after talking to you guys, right now, I really want to listen to it. So question is, when can I listen to it and when can the people watching listen to the score? So I guess we have some good news to share. Our original score for Phantom Liberty is out right now on all streaming services. Awesome. That's amazing. That's the news I wanted to get. So that's one part of it. And now I feel like we should transition and talk about 3 new radio stations that we have. So we have Darkstar Radio, we have Impulse, and Growl FM. So these are 3 new radio stations that are coming to the game. And let's dive into them and tell me kind of what we can expect. And I'll let you guys just start with the one that you want to start, and then we'll move through the list. Well, Darkstar comes first to my mind because I'm into those moody, dark tracks. We wanted to create a station that combines music from around the world. So think of it as a world music of dark dystopian future. Obviously, when you have artists from around the world like Kenya, Uganda, Poland, America, they would interpret their visions differently. Even though it has got that commonality, it is actually a quite various station. I think the highlight of it is also that there are 2 tracks by Idris Elba himself. Okay. Is he DJing there, or is he like rapping maybe? Like what is he doing there? He is rapping and he produced those tracks. Okay. Yeah. Wow. And we're really thrilled to have them. I think they fit perfectly, both in the cyberpunk context and as well with the Darkstar Radio. Is that the only radio station that he had influence over, or are there any other tracks that he kind of dabbled into? Maybe some DJing from him? I know he's known for that. Yes, I mean, that's one of the, again, great news is that we have him as a DJ. Impulse Radio is basically his DJ set, put together from unreleased tracks. Nice. So if you like listening to, you know, modern electronic music, club music, you can put Impulse Station on in one of your cars in Night City and just enjoy Idris's DJ set. It must be also interesting because you guys are working with different artists, like you mentioned, from different parts of the world, and also mixing all these things together, but still trying to keep that vibe of cyberpunk in it. Is it like, from your perspective, was it very hard, or is it something that you go to someone and say like, okay, this is our overall mood, this is kind of, you know, what we're trying to achieve, but then you give, like, you know, people free reign to do whatever they want and what they're kind of known for? We basically try to give them free reign, you know, and we try to direct them very carefully. You know, we want them to be great and to give us tracks that they love and the community will love, you know. We don't want to be, you know, micro-managerial when it comes down to people creating music. We don't believe that this is the right way to do it. So, you know, with Idris Elba, with all the other artists that we worked on, it was, you know, here's the brief, it has to fit into the cyberpunk world context that we created, and that's pretty much it. Okay, cool. So that leaves us with Growl FM as the last radio station, and I know this one also is a special one, so let's talk about it. Everything is very unique. You know, no 2 tracks are alike, and we're really happy. We were very proud of this station. We're really also very proud of the community. Yeah. So shout outs to the community. It's incredible, but it must be also very difficult to take all these things and kind of, okay, does this fit into cyberpunk? Will this be something that a player will enjoy? But I kind of feel that in a sense, yes, because there are people who kind of like to pretty much like branch out and listen to different things on one radio station instead of having a radio station that focuses only on one genre. The uniqueness was key, really. Obviously, the craft had to be there, and you know, the general vibe of cyberpunk had to be, you know, maintained within those tracks. However, there were a lot of
tracks that we would, I mean, either Martin or I, we would never come up with them, you know? So a lot of those entries were really surprising, but we felt that, you know, Night City is an eclectic world. It's a world of a distant future, maybe not so distant future, but still futuristic. Yeah. So, you know, it can be a melting pot of many different things. So we basically ran with that. You know, it's like, okay, how weird can it be? How different can it be to what we already have in the radio? And, you know, I think all the artists that are on Growl FM nailed it. Thank you guys for joining me and talking about this because, like I mentioned previously, and I'll mention it again, music for me is very important in games. And I think like you both and Marcin also have done a tremendous job in order to bring Night City to life. And also with the artists that you guys collaborated with, they all fit the bill. They enhance the gaming experience. So awesome stuff. Music is also very important to us. I can tell because you guys can talk about it for days. Thank you for joining me once again. Thank you, Pavel. Thanks for the invitation. That's some great info about some great tunes. We've heard a bit about Growl FM already, but we want to share even more about this completely new radio station that has been created by you guys, the community. Here's a quick glimpse into a documentary about how the station came to be. Music. Okay, so maybe we should do a radio station. Underground broadcast. You didn't hear that in Night City in the base game. Do people still believe? We just have to take part. The game has a lot of action. This helped us a lot. Your name is going to be immortalized forever. You know, music can be a legitimate pursuit. I know that Cyberpunk is built in a universe with a lot of tech. It's interesting, it's very fun. You live on the streets and you dream of a big life. Almost no limits on how far we could go with it. Congratulations, you've won. You need to feel that music punches you in the teeth, takes your money and walks away. Like K-pop, like hip-hop, even pop music. It was pretty nice. Ideas keep coming. Hundreds of hours. So that was a bit of a challenge. And I'm really excited to meet the artists behind the music in Growl FM Podcast. It's always amazing to see the awesome work of our community, and we can't wait to share the full documentary when it airs on September 18th. Stay tuned to our social media channels for more info. Moving on to our last music announcement. Every good spy thriller needs a theme song, and we're super excited that chart-topping Polish singer-songwriter Dawid Podsiadło has a brand new original song featured in the game titled Phantom Liberty. Here's a teaser with some behind the scenes of how it was recorded. Hello everyone, my name is Dawid Podsiadło. I'm a Polish musician, and today we're at the studio and we are recording a song for the Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Какие криповые ромашки у него на свитере. Как будто убить хотят. Play the game, listen to the song, and I hope you're gonna fucking cry. After music, let's turn to gameplay. I'm here with game director Gabe Amatangelo to talk about some of the amazing new gameplay personalization possibilities we've created as part of Update 2.0 and Phantom Liberty. Gabe, hello once again. Pavel Burza. I recently learned that in English, Burza means storm. Exactly. So your name is Paul Storm. It sounds better in English when you say it, like Paul Storm and Pavel Burza. It sounds much better. It sounds bad. It sounds like a superhero. It sounds like you're Thor's cousin. I wish. Like, I wish. Thor comes into the battle, does a single target damage. Paul Storm shows up, starts doing AoE damage.
perfect start to the segment that we have because we're talking about gameplay. Yeah, combat. Let's talk about it. Combat has changed a lot, but also character customization has changed in terms of the new perks and all that stuff, and we're here to unpack it. So I know you've talked about this already, but give us a general feel of what we can expect in terms of the changes coming with 2.0 and Phantom Liberty. Sure, and like you're saying, there's so much. So I'd like to start with kind of just saying the spirit of it and what was the drive behind it. We want it to, because there's so much potential in the cyberpunk IP, and when you think about the dark future and cyberware, there's different kind of like super soldier or super merc kind of fantasies you have in your mind, and we wanted players to be able to realize that and play it and feel it. And so we've basically changed the perks around. Like, I mean, there's stat increases and stuff like that, which is always fun in progression, you know, getting incrementally more powerful, but we really focus it on the actions, the things you can do, right? And so we've added a suite of things you can do that tie into different themes. And then of course, players can mix and match and come up with their own unique styles. Yeah, that's really cool. And I like the customization part of it, that, you know, there are some things that we can do in terms of, like, we'll actually show some options in terms of what you can build, and we have the help of designers to guide us through it. But you can actually do like a mixture of a assassin type ninja, or a character that is more like Hulk smash, I want to go in and destroy stuff, or a stealthy netrunner that has like these you know, quick hacks and stuff like that. There's so many cool things to unpack here. It's you can be a stealthy netrunner, you can be just like a direct, you know, going out there and just like wrecking stuff, blowing up machines and stuff, netrunner, hacking stuff. But yeah, there's so much nuance as well, and we're going to talk more about players being able to explore the nuance later. Exactly. Okay. One other thing in terms of like general stuff, something that is kind of general, but it's new, and it's not very general, but it's interesting, is the relic skill tree. Something that we unlock through the story, and what does it bring in terms of gameplay? So the relic, as you said, tied into the Phantom Liberty story, and it's towards the beginning. It's within the first few minutes, so this isn't spoiling anything. And you've seen in the trailer, if you've watched the trailers, Somi reaches out to you through the relic. They're in a dire situation. It's the only way she can get to you. And to kind of show you she's the real deal and she can help you, she says, here's kind of a taste. I'm going to kind of clear out some of the bad data in the relic, and I'm gonna set it up such that your cyberware can utilize it. And so the theme of it is that it kind of both enhances your cyberware as well as able to kind of scan and exploit other people's cyberware. So it's kind of a cyberware theme to it. It's crazy, crazy. It also shows you how powerful she is as a character, but that's like a whole different story arc that we could get into, but I don't want to get into that because I don't want to spoil anything, but that itself is incredible. So maybe what we should do right now is we should see the possible builds that we have. And I know we have 3. We have something that is a super strong solo. We have something that is like a more ninja type fast solo. And we have a netrunner. And we have the help of our fellow gameplay designers who will actually guide us through those. So yeah, let's take a look. I'm Karol Mateasik, lead gameplay designer, and my favorite build is what I like to call a bullet time ninja. Speed is of the essence for both defense and offense, which is why dash and air dash are perfect to get close to enemies without taking any damage. I like to bring a katana to a gunfight, and it goes great with a new perk that lets you deflect bullets and even send them flying back at enemies. If you're running low on health, you can also perform a finisher on low health enemy for a quick boost. But this playstyle isn't only about blades. You can combine 3 great perks, Stun Jog, Air Dash and Air Kerenzikov, to leap off motorcycles and rain down bullets from the sky in slow motion. The new Jailbreak ability from Phantom Liberty unleashes the full power of your Mantis Blades. After finishing or dismembering an enemy, you can perform a really long leap to deal devastating damage. Great for getting rid of those hard-to-reach targets like snipers and netrunners. With this build, your enemies won't know what hit them.
Awesome. Bullet time ninja. Yes. That's so cool. Like you're moving, they can't even see you. You're just jumping in. Mantis blade, katana, like going crazy, going ham on them. Two favorite parts. I love the dash to the person in the guard tower or whatever. Yeah, that, so high up. Yeah. That was fun. But my favorite part was I like to bring a katana blade to a gunfight. Well done, Carol. That was good. Yeah, it really showcases this build. This has actually been one of my favorite ones when I was playing Phantom Liberty. And with all the gameplay changes, like this one, I feel like this is kind of my go-to. Which my previous go-to was kind of like a stronger solo, but we'll have that as the last video. But now I think we should jump into the Netrunner. Yeah, let's check it out. Hi, I'm Yulia Primak, a gameplay designer at CD Projekt Red, and I love playing as hack-and-slash Netrunner. The best part of being a Netrunner is, of course, the hacking, and now it's more powerful than ever. With the new Quick Hack Q, you can stack up to 4 hacks on a single enemy and play around with some devastating combos like Contagion and Overhit. It's pretty deadly. With Overclock, you can gain an extra edge by sacrificing your health to cast hacks with almost no limit. With Update 2.0, Netrunners can even take over cars, transforming vehicles into ticking time bombs. Once you're up close, it's time to whip out the Monowire. With the Relic skill tree from Phantom Liberty, you can power it up even more. Now Netrunners can combine physical damage and upload control hacks on enemies. I can't wait for everyone to try it out. Hack and slash Netrunner, wow, lots of action. We kind of know Netrunners to be a little bit stealthy, kind of behind the scenes doing stuff. We have a little bit of that, but still, yet they seem to now go in and get dirty. They can do both. They can do both. But I love to point out the play on words hack and slash. We love these catchphrases here. This was good. I love it. Yes, the Netrunner. That's sort of one version of playing it, kind of doing the damage, via blowing up cars, remote controlling it, getting in there with your nanowire. You can even like spread hacks with it. You can also get some of the memory back and drain. But yeah, you can go stealth to where it's kind of like there's like kind of a game in the network of like as you start doing hacks, like an enemy Netrunner might be like someone's in the network, right? And there's a bunch of different abilities to kind of like suppress that kind of discovery. And so there's that kind of Netrunner combat that's going on there behind the scenes while everyone's like stealth. And it's like we don't know where it's at. Yeah, so that's another one. There's so many different ways. Basically the whole like pattern and beat and rhythm of Netrunning has changed. Yeah, my favorite part is when the car crashes into everything and just blows up. It was a good combo. It was a good combo. She did both hacks there, which was the controlling it, and then of course put on the detonate one that had a timer and exactly cool combos. Perfect, cool stuff. And now we have the last one. So the last one will be a strong solo build. So yeah, let's check it out. Эмоции, презентация клевая. Hi, I'm Filip Dovnar, lead gameplay designer, and I like to come in swinging. So my favorite build is the Savage Slugger Solo. Getting up close for combat is really crucial for this build. The Wrecking Ball perk lets you knock down multiple enemies, all while closing the gap and putting you in the zone for some sweet annihilation. Another great option is Quake. For some extra flair, you can combine with Air Dash and drop in from above and throw everyone around you to the ground. When I'm using shotguns, I like to use the Obliterate perk for maximum carnage. And once I'm in range, it's time to take out the big guns. We've got the new finishers that let you grab enemies and throw them during fights. Great for controlling the battlefield. On top of that, you can supercharge the Gorilla Arms using the new Phantom Liberty Relic tree that will let you send your enemies to the moon. With this build, you'll be unstoppable.
mayhem. The throw at the end. Yeah, the Savage Slugger solo. That's 3 times fast. Yeah, that's so crazy. Like throwing people, like at the end, he's just like, woo, and it just flies. Yeah. I mean, certainly, like you know, the animals in that faction is like an inspiration for it, and obviously also Arnold Schwarzenegger and Terminator. You know, just like you got that heavy machine gun, and you can just take the bullets and the stuff, and there's all the kind of like mitigation and absorbing damage, and the kind of like taking that to fuel you to go back in there. It's just also with the hammer, like just closing in actually shows you that this build is very versatile. You can actually go up and close and, you know, have some quick interaction, but also you're able to like hold these big weapons, and even though they make you a little bit slower, you're still able to kind of, you know, sponge the bullets on you and still go in like crazy and then just throw people. A lot of damage mitigation, and you can resist stuns and stuff like that. It's all about, like, because if you're like the fast solo, you get hit, it's gonna hurt and it's gonna knock you silly, right? But there you can just keep barreling in. And then I love the montage of the claps, the finishes. That was fun. But yeah, Gabe, I mean, that's it for our segment. I'm super excited to have you once again here in the studio. Thank you for sharing all your information. Also, thank you to all the game designers gameplay designers who actually showcased the builds, because those were really awesome. Yeah, and thank you for everyone watching and the players. As you can see, we have many new ways to play and many new ways to cause chaos in Night City. And that means consequences. Let's take a look at what it looks like to come face to face with Night City's toughest armed forces, MaxTac. Target is Omega Class. I repeat, Omega Class target at large. MaxTac is en route. Tension in the streets as fates collide. MaxTac in position, eyes on target. It's official! Update 2.0 will release on September 21st for free for anyone who owns Cyberpunk 2077 on Xbox Series X, S, PlayStation 5, and PC. That's just 1 week away. And if you want a taste of what's it like to build a new character with the redesigned perk system before then, we have a cool surprise for you. Right now, you can create your own build and experiment with all the new perks, including Phantom Liberty's Relic skill tree, with our build planner. Head to the Build Planner website now to see what kinds of builds you come up with before the launch of the update and the expansion. That's all we got for this Night City Wire special. Thanks for tuning in. I hope you're excited to play Cyberpunk 2077 Phantom Liberty when it launches on September 26th. We'll see you then in Dogtown. Я же вам говорила, они там новые механики в сюжетку добавят. Почему я не прохожу Киберпанк? Потому что сейчас проходить его нет смысла. Его надо проходить вот с этим апдейтом. Апдейт 21. И все ждали как раз, когда они анонсируют, когда он выйдет. О, видите, апдейт 21. Кайф. Все, берем, получается. Или не берем? Закончилось? Вышли из сети. Ну вот патч выйдет 21-го. Получается... Можно успеть пройти, но это не точно. Сколько сюжет вообще проходится в Кибере? Так. Да, закончилось. Слушайте, ну кайф. Сколько их ребяток тут смотрела? Где зрители-то их потеряла? Тут миллиард подписок они отправляли, что даже не видно. Много. А, они вышли из сети, поэтому не видно.
Ладно, оставляем их. 8-10 часов, так быстро. Прикольно. Блин, я думаю, 5 FPS там точно не будет. Это же вам не Starfield с 30. Вы что? Не может быть такого. Так. Я вам, конечно, верю, но я загуглю. Блин, вы чё, чат, вы меня обманули. Написано 25-30 часов. Но если хотите накопить игровые предметы, то придется потратить 50-60 часов. А чё, они себе понаписали время лишнее? Ну вот Лария написали, что Баудур проходится за 80 часов. Мы его не допрошли за 80. Но мы много тратили времени на побочки. Поэтому да. Зачистка карт и участие во всех активностях Киберпанк отнимает около 90 часов. 90 часов, офигеть. Я не успею до DLC его пройти. 5 часов максимум. Блин, а тогда о чем они пишут? Это же этот Киберпанк. 2077. Ну вот, смотрите. Сейчас вам Ctrl-V сделаю. Блин, он, наверное, сейчас отправит. Черт знает как, что там все съехало. Блин, да. Ну, короче, основной сюжет 22 часа. Сюжеты доп. Миссии 57 часов. Полное исследование 100 часов. И среднее время 60 часов. Кто проходил за 5? Блин, Ди, а ты же переигрываешь. Ты там уже долго играешь. Блин, здесь минимум 30-ка везде идет. Может, они, конечно, с побочками все это проходят. Кто их знает. Блин, какая выгодная игра. Покупаешь и проходишь 500 лет. Кайф. Так, опять надо менять название. Идем допроходить Балдур. Прежде чем вот эти все киберпанки, надо закрыть игру. Так. Я понял. Блин, я Ведьмака часов 120 проходила. Со всеми побочками. И все вот эти вопросики, подземелья. И с DLC. Со всеми, по-моему. Так. Давайте вернемся к нашему императору пока. Камера жива. Мы вышли. Блин. Вам, кстати, не видно Геила. Смотрите, какой он красивый. Мы вышли от Рафаиля, этого демона. И Геральт на нас начал орать. Мол, что вы сперли молот? Вы хотите меня убить, освободить Орфея? Нам надо действовать сообща. Ты меня обманываешь. И вот это вот все. Блин, он маленькая принцесска красивая. Ну, кстати, он очень красивый весь так. Отбросить. Вот эти его наряды все. Вот, я предлагаю ответить второе. Посмотрим, что будет. Потому что, как бы, на самом деле, нахрен и вот этого Иритида, и нахрен Орфея. Но 100% на меня сейчас сагрится Гитьянка. И, скорее всего, она кикнется с отряда. А это будет неприкольно. Потому что мы ей объяснить не сможем, что мы шутим. Но мы-то не шутим. Короче, вы поняли. Но уже то, что ты считаешь, будто молот тебе понадобится,
показывает, что ты не заслуживаешь этого доверия. Геральт, ты охренел? Согласен на брак по расчету, пошел ты нахрен. Если чё. Да, так и есть. И мужики охреневшие. Он еще и обиделся, да? Я понял. Блин, мы ясли тоже зачистили, но гитянка нам нужна была, потому что она хороший ДПСер. Я тоже ее хотела убить, но меня чат остановил. Так бы я всех перерезала. И бегала бы одна без тиммейтов. Что у нас тут? Блин, что за миссия висит? Слушайте, нам надо было Хелсик вот этой вернуть рукавица. А она где? Или нахрен она? А, она, по-моему, сидит вот тут. Да. Блин, а я не планировала ей рукавицы отдавать. Я, по-моему, их себе взяла. Она хочет вот эти? Великана? Блин, у меня сила 23. Я не хочу. Давайте ее убьем. Trips to the hills are usually one way, especially when the traveler causes the kind of trouble you did. I knew you were a thief, didn't realize you were a killer. Raphael's death is already causing quite a stir across the hells. It's a rare thing for a mortal to slay a devil of his stature. Не, покупать я ничего не собираюсь. In all the excitement, I hope you didn't forget our bargain. Do you have the gauntlets? Перчатки остались в преисподней. Пусть сходит, поищет сама. That invalidates our deal, I'm afraid. I fulfilled my part of the bargain, so you owe me the fee Я I хочу ее proposed просто initially. убить. Можно так? Я ухожу и забираю перчатки. Я только что прикончила диалог в его собственном доме. Лучше не испытывай мое терпение. Точно. Not a subtle point, but well made. Keep the gauntlets. Your threats aren't necessary, but your coin is still welcome. Гейл Devil обиделся. Slayer. Что-то ему не нравятся мои запугивания. Странный даже такой. Не буду я ничего отдавать. Что она мне за это даст? Скорее всего, ни хрена. Так что зачем? Так. А теперь у нас самое интересное. У нас остался мозг. Да. Молот. И все. Но я планировала просто убить мозг. И все. Молот мы возвращать не хотим. Но можно поговорить с этим вождем Гитьяна. Тут везде трупы. Но, скорее всего, разговор ничем не закончится хорошим. Блин, жалко, что ему... Надо было его сделать таким большим. Сейчас бы любовались на него. Ладно. Так, где вход? А, вон он. Нет, что-то вход. А, ну да, обойдем. Так уж и быть.
Может, просто зачистим весь этот город? Он в люке где-то, что? Или он в предыдущей локации? Да, он что-то где-то тут сидит. А, вот они. Прячутся, как крысы. Нормально, если мы зайдем к нему, просто взломав дверь? Но надо, наверное, сохраниться. А то с ним драться, с гитянкой драться. Такой себе. Без сна. I have something to ask. You wish to consult me? Вообще я не планировала с ней разговаривать. I do not want a devil to hold my fate in his hands any more than a god. Aren't you tired of bowing and praying before authority figures? Так мы не кланялись, мы всех убили. Здравствуй, Снайпер. Trust in ourselves. If anyone should have the power of the crown, it should be us. Ого, сколько у нее диалогов. Так, давайте ей скажем, что мы убили Орин. One part of it. A smaller part than I had hoped. As you wish. There is little use fretting over spilt blood. А, ну и все, она такая, типа, ну, убить старший мозг? Окей. Не вижу никаких проблем. Так, со мной больше никто разговаривать не хочет. Ну и ладно. Так, хочу посмотреть, собака не отбаговалась. Где у нас пушок наш стоял? Вообще пропал. Ясно. Блин, кто-то хотел поговорить, было написано. А кто? Может быть, гитянка? Да нет, что-то не похоже. A letter from Orin. What does she want? What can I do for you, my friend? Моя радость. Так, это явно не он. You all right? If you need me, just say the word. Нужен новый iPhone, Гейл. Сможешь подогнать? Ты хочешь поговорить о ночи, что мы провели вместе? What I proposed to you was something bolder than most mortals ever have to contend with. And yet, your resolve was firm. I wanted to see how you felt on Terra Prima. Did our dream survive the waking from it? Наверное, наверное. Так. Он что, нас больше не любит или что? Then my sore arms, thank you. I can finally stop pinching myself. Oh. I can't tell you how glad I am not to face such an undertaking alone. We will succeed where Carsus failed, I'm sure of it. Standing side by side, even against such intimidating odds. Он простил меня за Рафаэля. Was there anything else you wish to discuss? А, тут, видимо, вот эти все огромные диалоги перед финальной битвой.
Так, давайте спросим, что не жалеет ли он, что не I regret задействовал many things in сферу. my life. Choosing to be here, intact and unexploded, Не жалеет, not что one не of them. взорвался. For now, to have a few more days in your company, no. I wouldn't change a thing. Strangely, no. Once a mere glimpse of И her мистер face еще would have been ждет enough от to нас turn my корону insides over, с мозга. but not this time. Это его бывшая. In her likeness, I used to read 1,000 stories. She was beauty, wisdom, elegance, power. She contained universes. But now, it's hard to see any redeeming qualities in a lover who condemned you to death. Блин, I'd вот much Гейл rather gaze into офигеет. your eyes than hers, Во, ему Yours хочется are смотреть capable в of мои tenderness. глаза. and feeling. Богам в этом с No тобой god не could ever сравнится. Ну что за радость такая? Блин, я говорю вам, идеальный мужик. Надо таким быть. I can only imagine what I could do were I to adopt the biology of a mind flayer. It certainly doesn't seem to have done you any harm. Or rather, you've not yet done me any harm. Так, Still, нет, there are Гейла мы undoubtedly превращать risks to в such Летида не transformation. будем. Поговорим о чем-то другом. I've often asked myself the same question, but never really found a satisfactory answer. He clearly sees something in me that I can't. The wisdom and intelligence required to overcome almost insurmountable odds, perhaps? Это он про волшебника, который к нам приходил. I take it as a compliment either way. You don't get to be 13 centuries old without becoming a sound judge of character. Сыр And любит. cheese, apparently. Гейл, я тоже люблю сыр. Мы подходим друг к другу. Так. Или надо типа со всеми поговорить, что ли? Да, кто-то еще хочет поговорить с вами. Кстати, этого диалога у Астриона, например, не было. Может, с Гитьянкой надо? Герцогу надо сына привести. Уилла. Но за ним мы не пойдем. Voss will be всё. pleased with our progress. Come to А, the ну вот, underground. да. We must show him the Orphic hammer. Так, почему-то восклицательный знак не сработал. Ой, Гитьянка, не перессориться бы с тобой. Было бы славно. Потом мозг будем бить в соло. Да блин, ну кто еще хочет поговорить? Что такое? Я ж ко всем подошла уже, не? I would be lying if I told you I was certain we would walk out of that temple alive. We faced Baal there once before, and I was not ready to count on luck a second time. But luck had no part in it. Just you. That is both chosen beaten, and their stones wrested from their grasp. But where they fall, the Elder Brain rises. It is already worming its way free. We must find it before it slips its collar, whether we are ready or not. Так, а вдруг этот диалог будет важен в финальной битве? А мы уже и говорили, что мы убили волшебника? I am not surprised. You have a great talent for tearing down Dame Aylin's enemies. Thank you, my friend. From the bottom of my heart. А кто?
Мы же поговорили со всеми. Наверное, Уилл, ну вот этот его отец, дед, прадед. 5 больше, ну что такое? Ладно. I brought my own pair. Even with Prince Orpheus to guide us, we are too small in number to defeat Vlaakith alone. What's the name of that river? Еще и дверь к ним взламывать. Заперто. Молодцы такие, спрятались там и сидят. Или к ним можно было на катере подъехать. Ладно, взломаем. Easy. Did you go for a swim earlier? Don't know how to swim. We await your good word. Must have been some other. Kithrak Voss, may the astral sea be still as you cross it. And may your mind be of steel, so your blade may be of silver to Lakmagir. Have you retrieved the Orphic hammer? Will our prince's chains finally be broken? Как же они облизывают друг друга. Not a new companion, but an old one, and a loyal one. A proper introduction is in order, but I will let him do the honors. Ну, а чё он не представляется? The remaining honor guard serve as my eyes and ears. Vlaakith's forces hunt you and the prism. My allies have slayed more than you know, so that you might travel freely. Ой, типа защищал As for нас. those that break through, you've proven more than capable of bleeding them yourself. Ладно, молот у The меня. Prince of the Comet is not dead. The Prince of the Comet will come again. The Prince of the Comet will liberate us from the Lich Queen's tyranny. The prophecy is one step closer to fruition. Gith's son will soon ride against Vlaakith, Voss, and I will follow him into battle. And you will wield the greatest gift Mother Gith ever granted her dauntless children. A silver sword. I will carry it for the honor of Gith, the great liberator, and her unforgotten son. Istik, now that you have the hammer, you must find a way to enter the astral prism. Once inside, smash Orpheus's bonds. His cry will shake the plains, and I will fly to your aid. То есть со мной он не Prince of the пойдет. Comet will sear the heavens again. First we'll defeat the Absolute, then we let the Lich Queen tremble. Think again. I will not permit your entry. Вообще, после диалога вот этого Геральта, а-ля, что мы все брак по расчету и вот это вот все, хочется как бы и освободить уже этого Орфея. Типа, почему бы и нет. Но с другой стороны, я не хочу. Хочется и Орфея убить, и Геральта убить. А где ответ согласиться? Всех убить. Ну, то есть тут первый вариант, типа, пусти меня. Второй, я могу тебя как-то переубедить. Но я не собираюсь вообще туда идти. Вот в чем проблема. Ладно, будем игнорировать. Questions, Istik? You seem to be lost in thought. Второй. Зачем? Нам не нужен этот Орфей. Хотя вот эта королева, она тоже так себе.
The Prince of the Comet aches for Githyanki liberation more than he abhors Geich. He might seethe when you free him. He might gnash his teeth and slander your name. But he will see reason. I promise you. Я прям увидела эту надпись на пол экрана. Все. Кино не будет. Странно, до этого не перегревалась. Yes, but you will meet this challenge, as you've met so many others. С этим испытанием ты справишься. Не знаю, почему перегревается. Раньше не было такого. Мы с вами и по 6 часов, и по 12 сидели. Friend to Orpheus. Together we will end the elder brain which shakes this city. Then I turn my sights to Vlaakith, the queen of Блин, он deceit. меня уже в какую-то войну вписал. Блин, и меч уже дал. I will fly to your side. Да я не хочу. Together we will fell the elder brain and thwart the grand design. Слушайте, наверное... Да, ее, короче, монитор, походу, греет. Сейчас мы и кондей включим. У меня же монитор перевернутый, и вот он как раз всеми вот этими дырками дышит в камеру. Надо что-то придумать будет. Надо ему вентилятор отдельный поставить. Так он на штативе стоит. Но у монитора вот эти... Ну, он огромный. То есть он достает на 30 уровней. Выше, чем эта камера. Кстати, патч для Киберпанка будет бесплатный. Блин, Лейзель. Since I was old enough to hold a blade, I've dreamt of wielding a silver sword. The swords cleave both meat and mind, body and brain. To swing one, mesmerizing. Можем, кстати, убить ее этим мечом. Everyone I bleed with the sword will be my tribute to Prince Orpheus. Будет неожиданно. Так. О, у нас история, кстати, хорошая. Сейчас ее научим. Блин, вот это научили, да. Ни хрена не повезло. You recall another fact about silver swords. The Githyanki forbid their use by all other peoples. Only Gith's children may wield swords of silver, unless a Githyanki grants the right in exceptional circumstance. The Illithid grand design nears. The true heir is shackled. These are exceptional circumstances. I grant my allies the right to my silver. О, она разрешила нам пользоваться мечом. Ничего себе. A Kithrak's silver sword is more than a weapon. It is an extension of your will, an entire limb unto itself. You merely need to think strike, and it strikes. The sword carves the correct path and carries your arm with it. The ancient slates tell us that each sword holds a fragment of the living gate, a flesh portal made from the stuffs of nightmare. The silver injures the body, the gate's flesh injures the mind, a formidable weapon against Geich. Certainly not, or the Prince's honor guard would have already fractured his prison. Only the Orphic hammer can break Orpheus free. Very well. У нас есть другие дела. Гео идеальный.
Так. Хочу к мозгу. Где мозг? Блин, надо назад на лестницу выйти. Где я вообще? Another step forward. Так, а мозг, по-моему, где-то тут был. Так, это у нас мы это сделали. Ну да. Нам, получается, надо войти во врата. Так, давайте я попробую. Канализация, лодка. Зачем мне лодка? Я не хочу. К Орфею. Или надо... А, да. О, да блин. Ой, боги мои. Ладно, тогда пусть камера еще охладится, пока я туда дойду. Да, нам надо опять в это говно спускаться. Блин, я хотела через врата зайти. Как-то это... Не прикольно на лодке будет. Было бы клево, если бы мы с ноги просто вышибли бы эти ворота и все. Кстати, надо ее меч поставить кому-нибудь. Кстати, вот эти перчатки даже лучше. Луизель я бы их поставила, но Луизель меня очень смущает своим поведением, поэтому... Поставлю их Гейлу. А у него что за перчатки? Ловкость, ладно. Так, а где меч? Кому он его отдал? А, я этим Астерионом разговаривала. Вот меч. Я не умею пользоваться мечом. Мы его можем только гитьянки поставить. На самом деле. Может, она нас не предаст? Может, все будет норм. Да, идеальный меч для нее. Кстати, можно и да, Ментару взять. А вы думаете, не получится ее переубедить? Она же все-таки уже наполовину и летит. Она же сожрала этого червяка. Так. Со мной была и не била меня. О, слушайте, у вас очень были хорошие отношения с Гитьянкой. Не, ну в принципе она со мной тоже дружит. Где-то, кстати, была полоска отношений. Надо посмотреть ее. Да, вот. Ну, у нас отношения норм. Не совсем, конечно, идеальные. Но переубедить надо будет в любом случае.
Да мы всю игру у Салуизель были. Как-то ее кидать на последнем бое, наверное, некрасиво. Так, Франк нам не нужен. А где у нас мозг-то? А, во. Погнали. One true way. А мы все равно бы, кстати, к этим крысам пришли. Pristine darkness in every direction. Silence, but for the gentle, rhythmic slap of water on rock as your vessel cuts through. Но мы, кстати, проходили всю игру, не переигрывая кубик. Поэтому в конце можно позволить себе переиграть, если мы вдруг совсем хреново будем проходить. An overwhelming force pushes into your mind. The brain. It is here. Корона офигенная. Can you smell it? The brine. It's infused with magic. The brain is here. Without delay. О, сколько золота тут. I will take my pick. Хилки. Животные нам вряд ли понадобятся. Waiting. Preparing. Calculating. Evolving. My skull was going to crack. Надо прыгать. Может быть, мне нужен пустой ящик. Nothing interesting buried here. А чё накопать не хочет? Или он пустой? Nothing but dirt. Я понял. Гейл мог бы не прыгать. Very well. Мы идем назад. Нам, видимо, за мозгом в ту сторону. Хотя и тут мозг. Ладно, сходим посмотреть.
dominated, controlled. Ну, блин, а если хилки выпадут? Может, тут какие-то мечи золотые лежат в ящиках? Трупам-то они уже не помогли. Нам бы могли помочь. Блин, мы убили этого Рафаиля. Почему меня должны мозги сожрать? Вы чё? Where do I go from here? Вы настолько в меня не верите? Устойчивость к колющему урону. А этого почему не задела? Убьем сами. Creator, destroyer. Victory awaits. Можно было клинки вообще не тратить. Они бы и так умерли. А там вон еще, ребят. А что, если здесь надо было бежать? Может, здесь не нужно стоять? Очень клево, кстати, бегут через шипы. И отлетели. Time to push my luck again. Можно столбом наколдовать. Но что-то столб как-то жирно для них. Хотя их тут много. Нормально. Victory is assured. И где-то тут еще один. А, вот он, недобитый. Лазель, что началось-то? These creatures were not themselves. Corruption is in the air. It infects everything it touches.
wonder if the gods are watching me. Здесь столько путей. А вдруг я сразу к мозгу приду? Я хочу все посмотреть. Дорога одна. Грустненько звучит. Thrall. Break control. О, Астрион, давай работаем. Там что-то важное. Труп. Слиток бронзы. Возьмем все. Да, полезно. О боже, это вот он там? Он здесь висит. Местечко так себе. Гейл аж назад запрыгнул. Как же их ломают. Deathly silence. The air is stale and putrid. It's close. Have the stones ready. Your blood slows. Your senses strung so tight they could snap in an instant. Хорошо, их не надо было в сумку таскать. Это корона такая. Нам надо. You think that by killing the Chosen and taking the Netherstones, you can destroy me. You are wrong. Камни сейчас купол сделают. Кто? Огромный летицкий мозг. It's messing with your mind. Don't listen to it. Use the stones. А вдруг это Геральт манипулирует нами? Так, собрать всю мощь своей физической формы и бросить ее на прорыв защиты мозга.
Твой разум в твоей власти, исключить любую возможность неудачи, заставить мозг подчиниться. Тебе удалось дожить до этого момента, веря в себя, и сейчас не время перестать подчинить мозг. Так, интеллект у нас -1, сила у нас говно. А вот выносливость норм. Попробуем выносливость. Поганенько звучит. Блин, почему я качала своих вот этих ребят и не качала себя? Мне кажется, не выпадет. Или выпадет. Надо действительно верить в себя. By eliminating Ketheric, Orin, and Gortash, you have simply unbound me. Exactly as I intended. The crown is now mine to command. Mine alone. Don't listen to it. Focus on the crown. Не, корону надо забирать однозначно. Так. А что, мы хотим уничтожить корону? Повторение, мать учения и все такое. Но у нас, кстати, везде норм. Ну, ловкость 2, мудрость 3, харизма 2. Попробуем мудрость. 25, а чё не 125? Блин, здесь мы просрем. Блин, надо сейвиться. Ну, блин, а чё так будет 99? Ладно, не надо сейвиться. Не, на 25 выкинуть это... Ей надо прям очень постараться. The crown is not my weakness. It is what made me what I am. I needed the crown to build an army. I needed the chosen to bring it to me. They would not have surrendered it freely, so I gave them what they wanted. Power. Just enough that they would play their part in my design. А мозг не дурак. Their part has ended. The next orders will be mine. I won't allow it. Again. Dominate it. Блин, Геральт. Кажется, у меня не получается. Тридцать. Геральт такой, ты что ж ты за кусок говна-то такая? Ну, давайте повторно перебросим, окей. Но... Ну, а здесь без шансов, да. 2, 4, 6. Понятно. Геральт выбрал не того. Мы безнадежны. Но всегда можно все решить силой, если не получилось убедить. Геральт мог бы и сам разобраться. Who do you think planted the knowledge of Orpheus's power and the fear of what it could do? When the Chosen sent my thralls to retrieve the prism, who do you think let the Emperor slip its leash, knowing it would be the one to bring you to me? We were part of its plan.
I only needed one Netherstone loosened from the Chosen's grasp to guarantee my freedom. You brought all three back to me. А мозг-то времени зря не терял. Liberated me. This was your role, and it is complete. Now you will witness the grand design. We can't afford to let that happen. На меня уже Гейл кричит. Гейл, я бы рада вам чем-то помочь, но... Может, просто сдадимся? Все. Так, сила не наша, ловкость 2. Вот выносливость 2,4. Интеллект нет. Ну да, здесь только выносливость. Да ёпта её. Слушайте, надо было брать силой. Но мы были близки. Может, повторно бросить? Ну, одной попали. Какие-то бесполезные камни. Блин, Ди, надо верить. Вы чего? Вот я верю в iPhone. Вот этот с Марса. Пока что его нет, но... Геральт. Ты пришел меня защитить. Он меня выкинул? А, он меня забрал. Я такой, Настюха, ну ёб твою мать. Такой, чё ж ты такая слабая? О, мы все-таки пойдем во врата. О, какой красавчик. Да. Лица жителей представили? Это прям продолжение Мстителей. О боже. Какой-то уже Baldur's Gate 4. Памятный момент, как мы всех убили. Давайте сделаем. Кажется, нам никто спасибо не скажет. I pulled you out just in time. The situation is worse than I thought. This is an elder brain, no longer. The magic of the crown has caused it to evolve.
Это же само не It пришлось has вставать. become something more. A nether brain. Ты этого ждал? I thought so too. But that was when I believed it was still an elder brain. It has been anticipating our every move from the start. I underestimated it. We will need to rethink our plan. Ты куда? Император. Куда пошел? Зачем пошел? Ничего не сказал. А, он нас сам привел к сфере. Сейчас он такой, типа, надо освободить Орфея. Будет неожиданно. There are important matters to discuss. I intend to discuss them with your leader. Send them to me. Это он про меня. Githyanki's power will see us through. One last time. Я лидер. I have assessed our encounter with the Netherbrain from every angle. I know why we failed. The problem was not the stones. The problem was you. Что проблема во мне? You can make only one move at a time, but the Netherbrain calculates every possible move at once. It knows what you will do. It knows everything you could possibly do. You cannot outmaneuver it. Молодец такой. To defeat it, you would have to think like an Elithid. О, кстати, Летидом. Be one. Your mind is not capable of this. Mine is. You will give the stones to me. I will assimilate Orpheus, and then I will be able to leave this prison to face the brain. Не, я сама хочу. Assimilate him. Skva! No! Now is the time to liberate him. Do not stand against me. Блин, а если я впитаю Орфея, наверное, Луизель тоже будет не в восторге. Блин, идея освободить Орфея мне не очень нравится. Но вот третий вариант хорош. In theory, yes. You have embraced transformation so far, but this would be a complete evolution. And you will be an Elithid for the rest of your days. Да, ничего страшного. Is this really something you would be willing to accept? Let's not be hasty about this. I think this warrants a more private discussion. Away from that silver-tentacled Elithid. Моя тема думает, что я не такая отбитая. Прикольно. If we do not do this, all is lost. У них есть еще надежда. Mother Gith's only son has suffered long in his prison. Refuse the Emperor. Better yet, crush his revolting skull and let this prison be his grave. Then smash the crystals with the Orphic hammer and free the prince from his bonds. The comet will guide us to a sure victory against the brain. Chamar Zala Orpheus.
Блин, Лизок. Make your choice. Endure the consequences. Что-то надо договариваться со мной не хочет, по-моему. So, we can't wield the stones unless one of us becomes an illithid. More of an illithid in your case. В твоем тоже, We ты could free тоже the Gift улетел. Prince with the Orphic Hammer. Perhaps he'll have a bright idea. Huh. Maybe we should hand the stones over to the Emperor. Давайте спросим, что он думает. Вот я думаю, что мы без нее, да, не убьем. Не, может и убьем, но не хотелось бы еще одного врага. И было бы как прикольно, если бы она сама убила Орфея. You're asking me? Oh, darling. I don't Я-то know. откуда знаю. Flip a coin if you need to. Блин, вот это команда. Personally, I'd use the hammer. Как Let Orpheus take the fall. Гейл What злится. is he to us? Он бы использовал молот, пускай Орфей примет удар на себя. Не, ну в принципе... Но тогда на нас Геральт сагрится. Блин, Астарион, ты какую-то хреноту предлагаешь. Really? Gods? All right. Better you than me. Блин, какие-то уроды одни. Quite the choice you're faced with. Surrender the Netherstones to a Mind Flayer, or surrender your soul and become one. If you need advice, I'll do my best. Though I have to say, I've not much to draw on in this case. It's rather a unique predicament to have landed yourself with. Блин, Гейл, от тебя нужен ответ, будешь ли ты меня любить летидом. И все. As it stands, I see no option free of sacrifice in one form or another. So the question becomes, what are Чем you willing to give пожертвуешь up? ты? Тобой. Relinquish Тобой the stones. точно не пожертвую. You place your fate in the hands of a creature whose trustworthiness is hardly guaranteed. Keep the stones, and you relinquish the very essence of your being, your soul, your emotions, your purpose. Да, я пожертвую ради тебя всем And этим. might live with such a loss for eternity. All I can say is whatever choice you make, if it leads us to taking the crown, it will be worth it. Я позабочусь о And тебе. I will Он будет ensure you are well taken care of. ухаживать за мной. Когда у меня откажут ноги. А чё, вам не нравится мой курсор? А, О, а то вы его не гладите. Чат, такие странные. Так, с Астарионом мы уже поговорили, давайте у Лизы. А, она нас послала. Это ёб моя. Так, и Гейл сказал, что он будет ухаживать, если я стану Элитидом. Астарион послал меня куда подальше. Ну, в принципе, нормально так идем. I trust you have aired opinions and grievances and made your decision. Are you ready to become a Mind Flayer? Так, Инфинити. Единственная богиня для него это я. Сделай меня летит. Very well. I have the means to evolve you. I took this one from the Nautiloid. I have been nurturing it ever since. Priming it. Нет, он сказал, что будет ухаживать за мной. It is not dissimilar to the experience you already had with the previous one. Only this one is much more Я стану его potent. питомцем. All you Сисиками. have to do is open your mind to it. Its latent potential will do the rest. Будет гладить мне щупальца. Протирать складочки. Я сделаю это позже. Оу. Вот это нас ломает.
the boundary between thought and feeling is gone. Your mind and body are as one, bristling with concentrated cerebral energy. Exactly as the Emperor described. But there is something else. An emptiness to be filled, a hunger to be Сожрём sated. Татьянку. It is overwhelming. You feel it, don't you? The hunger. Можем императора Embrace сожрать. it. Feed. Орфея сожрать. Блин, он все предусмотрел. Stop. You would keep my people chained to their damnable queen. I should have trusted my gut. Driven a blade through your throat at first chance. We have the means to free Prince Orpheus, and you side with Geich. You want Orpheus dead. You'll have to kill me. Ну, Эзель, ну что ты начинаешь, ну? Надо договориться. Так, давайте подумаем над ответом. Наверное, первый. Lies. You have been seduced by Не empty сработало. promises, Geich tricks. To think I ever hoped for more from you. You have damned my people for eternity. Assimilate Orpheus. У нас and один I глаз will слепой, rip off кстати, your заметили? every limb and bask in your agony. Погоди. Погоди, сейчас переобуюсь. Слушайте, очень круто, что они это реализовали. Не убивая Орфея? Блин, Ди, поздно прочитала, прости. Я попробую ее убедить. Блин, очень много. Придется перекручивать. Но это надо будет сделать. Или не надо. Так совпало, что все просчитано до мелочей. By Gith's eternal grace. Do it. We will end the grand design. And then we will go our separate ways. Переобувочка произошла. Ё-моё. Это я? No! I'm sure you will learn how to do it more gracefully with time. But you have done what is necessary. The greater challenge now lies ahead of us. The Nether Brain. Come. We must follow the Brain's path. This time, we will not fail. Great Mother Gith, your son has Come. It's time to Comet leave. is no more. I can never unsee that. Трудно это развидеть. No sense dwelling on it. We made our choice, and we'll live with the nightmares. Надо его облутать, но я хочу поговорить с Гейлом. Блин, нифига, какая. We've a city to save. I think it's about time we got started. Ну, сделать вид, что ничего не произошло, тоже неплохо. I can't talk when we have a city to save, darling. At least the bits of it Какие that все are worth стали seeing. заботливые о городе. You had a choice, and you took my prince from me, from his people. You took our freedom. By every right, I should cut off your limbs one by one and leave you to your screams. But I made my promise. We will slay the Netherbrain and end the Illithid grand design. Да. I will decide after that where my path should lead. Меня все устраивает. What's hiding here? О, я теперь летаю. Так, надо колечко поставить. Все. Так, а чё император? We proceed together. Мы пройдем вместе. Все, уже, все, пошли. Нет.
Let's see. Погнали. Нельзя потеряться в этом хаосе. We can use stealth or force, just as long as we move quickly. Или ломиться силой. Я думаю, сила наш вариант. Стелс — это что-то не для нас. Нам сейчас придется драться с ними. Говорила, надо было его убить. You have stolen everything from me, Illithid, and you will suffer for it. Убеждение. Тебе нужно мне поверить. Ну а чё, в любом случае мы же сожрали этого принца. Суть это не меняет. XX так уже давно. Я вам его часов в 6 кидала. Ну какой 6? В 4. This was a necessary sacrifice to end the grand design. Let's say I were to trust you. Let's say I knew that voice. You still slaughtered the true heir, Gith's son and salvation. You sentenced us to slavery. Unforgivable. Блин, чувак, давай договоримся. Надо простить. Понять и простить. Лишние враги нам ни к чему. Но этот ролик должны показать на State of Play. Я же вам говорила. Но уже его слили, поэтому. Еще раз посмотрим в 12. Mother Gith, hear me. Yes, Githga Tavki Krashet. Time slows to a crawl while he scrutinizes you. In his eyes, his people's past and future. Fighting as he tries to understand the true path, the right path. The weight of responsibility heavy upon him. The enemy of my enemy is no friend to me. But I cannot let the Geich Empire swarm the astral plane. I will spare you. In fact, I will help you. But when the brain withers, so too does our alliance. It will not just be Vlaakith that hunts you, once the embers of battle cool down. Thank you, Voss. Spare me your thanks, a Sharlak. Now go. I stand at the ready. Так, союзников можно призвать. А, да, вижу. Блин, прикольно. Призовем. Обязательно. Cursed to put my hands on everything. We have lost much already. And we will lose more before the day is out. О, сюда But даже лучше even не when the last заходить. soul falls, Baldur's Gate will stand. For Baldur's Gate is more than just a city. It is more than a place of opportunity for those of mercantile spirit. More than a place of refuge for those who are lost. More than a home for friends, loved ones, and adventuring souls.
Baldur's Gate is a place where anyone can find what they need, if they're just willing to fight for it. Today, Baldur's Gate needs us. Today, we fight for... Залетит, да. Сражайтесь. You're late, friend. This is the one you spoke of. The very same. The champion we've been waiting for. The Я one who will поборница. save Baldur's Gate from ruin. The Fist eyes you with suspicion. He was not expecting the savior of Baldur's Gate какие to be a времена. mind flayer. Appearances may change, but they do not mask the one within. Даже скелет This за one меня. I know. Observe with whom it traveleth. Да, посмотрите на Гейла. This mind flare will fight with thee. It will save thy city and thy lives. The Fist's suspicion softens to curiosity, his hostility melting at the recognition that Злоба there's не more видит в моих behind глазах. those eyes than Странно. malice. My steel is yours. Mind flayer, and I'm not alone. I have marshaled the best the Flaming Fist has to offer. We will fight to the last. The Moon Maiden's silver light is a shield in dark times. Today, it is mine to wield. Ну, слушайте, несмотря And I hold her sword. на то, что мы всех убивали, у нас Whatever много strength I have to союзников. lend, I will lend it. I will make my city proud again. На удивление. You can count on me, little squid. I thirst for the hunt. My dark forces are at your command today. We have a common goal. Nature's servant awaits. Glad to have you with us. And not a moment too soon. The air is thick with anticipation. All eyes are on you. They're expecting a speech, something to stir their hearts and put fire in their bellies for the fight ahead. What will a mind flayer say that could encourage them on the threshold of battle? Зачем мне вообще что-то говорить? Можно проникнуть в умы. За кровь, за смерть, за бойню. И за хорошо поджаренный мозг. Ну, как будто бы третье звучит не так погано, как все эти. Но... До этого я, кстати, зайчиком была. А теперь кальмаришка. Гейл даже не смотрит на меня. We'll prepare ourselves. We'll be ready when you call upon us. Balduran's grace be with you. You feel a tickle of mirth in the Emperor's thoughts. If they only knew the truth. Император с ноги просто дверь вышиб. Видели? Strolling these streets together would have been quite magical in other circumstances. This is all a tad Хочет гулять со мной по apocalyptic for my улице. liking. О, можно обсудить вот это вот все. Как тебе мой новый вид? I'd be lying if I said it wouldn't take some getting used to. What can a few extra tentacles do to a bond as strong as ours, eh? When all this is over, we'll have time enough to unpick the specifics of your new condition. Psionics alone could take months to thoroughly evaluate, not to О mention the моем matter of your питании заботиться. diet. But I'm getting ahead of myself. We've a nether brain to defeat. Then we get to the fun stuff. Блин, что за мужик? Просто клад какой-то. Что ты будешь делать, когда мы завладеем короной? When? I'm glad you have such confidence in our endeavor. I confess, my own's not constructed from such immutable materials.
I don't dare to picture the crown in my hands. Not when there's the small matter of an enormous city-conquering brain beneath it. But if we overcome that obstacle, I will do everything. Корону, кстати, отдадим Гейлу. Я ему доверяю. Так, как ты относишься к тому, чтобы умереть? Заюзав сферу, вон как раз вариант Джека. Давайте посмотрим. I'd need a ream of parchment longer than an elder brain's stem to capture the tumult I feel at that particular prospect. But I'm ready, if that's the word you need to hear. If you call on me, I will not let you down. Да что? Блин, можно быть таким идеальным? Хочу плакат с Гейлом. И с собой, знаете это? Нарисовать в пейнте и повесить. Над кроватью. На потолок. Я придумала. Так, есть ли у нас шансы? I'm cautiously optimistic. Though, with the time left to us and the amount still to be done, it's best we don't take anything for granted. Who knows what shape these final moments of ours might assume? Not I. Not Mistra. Not even you. Whatever my fate might be, I'll be glad to greet it in such fine company. Блин, мог бы сказать не с компанией, а с тобой. Было бы еще лучше. I always dreamed of walking these halls, you know. Enjoying the luxury of the ducal palace. And look at it now. Как мне нравится, что он всегда рядом стоит. Мне кажется, это прям так и задумывалось, что партнер реагирует. I admit, I'm a little torn. You are repulsive, but just think of all the power you can access. It's a compelling mixture in an ally. Oh, as well as can be expected when facing down the end of the world. Так, терпимо. But of course, with my power and your tentacles. С моими щупальцами мы сможем победить. Как они все верят в меня. Это очень мило. Such blazing wonder. The sky swarming with red dragons. They may roar Vlaakith's name, but I can't deny their beauty. For this one moment, in this one battle, the Lich Queen and I share a common cause. The Netherbrain's defeat, and the Grand Design's failure. I am iron, steel, and silver. I am my mother's blade. Shmar Zalar Gith. My instinct is to flay you where you stand, but I am more than my instinct. Она нас не убьет. The Prince of the Comet is fallen, and so I blaze a path to victory in his name. Never again will my people suffer under Illithid enslavement. Zai, Zai, Zai! Уйти. Say whatever you need to. Then Что, не хочешь со мной no use разговаривать? wasting time here. Да, не хочет. I'm glad you're here. The Illithid too. Though it'll take some getting used to. Dost thou need my services? If thou art ready, proceed to seal Fate's image with thy final stitch. Так мы Орфея сожрали. В смысле, освободите? Это типа, если бы мы его не сожрали?
зуболь. Press on. This will all be over soon, and then... My gods, I'm having something very strong indeed. We face the greatest evil our realm has known, and we do it together. On your word, the sword of Selûne will fall upon our foes. Но если бы мы освободили Орфея, нам бы пришлось убить Геральта. Dragons, overhead. Stay low. Не высовывайся. Ладно. Нам, походу, туда, откуда все бегут. Fall back! Fall back! Matthew! Leave him be! We have to keep running! Это злые летиды. Вы бежите не в ту сторону. Давайте третье. Mind Flayer! Mind Flayer! It's over. He's frightened of you, but the very fact you haven't killed him on sight gives him reason. Can the rumors be true? Are you the Mind Flayer who could save the city? Не узнали защитницу города. А чё, вам не нравятся мои усики? Вы их недооцениваете. Так. Ну, запугивать, наверное, не будем. Во, сила. Блин, у нас сила очень плохая. А, во, убеждение. You feel his mind buckling, yielding. Against his better judgment, he trusts you. Remarkable. Never in all my life did I think to fight alongside a Mind Flayer. Oh. We go back in there, we die. We flee, we last half a day at best. Shit! If this is it, then God's damn it, let's make it count. City Watch, with me! We'll follow you to our last breaths. Мудрый выбор. Надо было не сохраняться. Ой, не сейвиться. Это нам будут с этими сейчас драться. Так. Ну, такие дохленькие. С виду. А вот что на деле? Блин, охренеть, как их много наверху. Жесть. Still some blood. Интересно, если я сейчас призову союзников, то
в бою, они мне не помогут, да? Что эти щупальца делают? Нормально подходит. Блин, а этот чувак что, живой, мертвый? Да ё-моё, мертвый. Где щупальца? Почему они не отражаются? Как хочется им всем шар туда кинуть. У них хп. Блин, у них вообще по 4 хп. Шар что-то для них слишком богато. Надо гитянку наверх закинуть. Кстати, закидывается нормально. Здорово, пацаны. Как жизнь? Так, 2, 23, 14. Cutting to the chase. -3. Инквизитор. Надо вот этого пацана гасить. И вот этого заодно. А как к ним подняться там? Никак. Я надеюсь, что дракон не прилетит. Там еще дальше, кстати, тоже элитиды стоят. Тут нормально так народу. Блин, Эстриона надо вывести. Блин, жалко, вот сюда докинуть не может. Окей. Этот... он уже сдох.
Не может попасть. А Вогра тоже нет. Блин, ну здесь 4. Можем просто вот так. Блин, тоже помеха. Да что такое-то, Астрион? В чем проблема? Даже по бочкам не можешь попасть. Блин, а если я его поведу вперед? Во. Да, надо вот сюда прыгать. Блин, этот торфей тоже мутный. Я бы его не спасала. Блин, дядь, надо прыгать куда-то. Бочка с маслом, с дымным порохом. Давайте попробуем. Блин, не подорваться бы ему. Нормально. Гейл. У нас враги даже не подсвечиваются. Там еще в доме один, походу, да. Так, а вот это и... Хотя у нас там двое мужиков. Может быть, они завалят этих. 40 и сколько? 45. А у Изель, пожалуй, пойдем бить вот этих. I won't give in. Blood follows me everywhere.
Дракон 100%, кстати, нападет. Я прям уверена в этом. Вы видите, сколько врагов добавилось? Так, Астерен, давай. Подойдем вот сюда. Такое себе, конечно, но да ладно. Да за что? Я же не наступила. Ладно, пошел нахрен. Жесть, сколько там народу. Это еще ерунда была. Не, Эвил, мы не прошли. Она же дропнулась у нас. Мы хотели ее пройти, но не допрошли. Может его подчинить? Эти еще так стоят неудобно. Shall be done. Так, этот наш теперь. Taste my fury. Жалко, у этих никакой бочки рядом нет. Было бы хорошо их так подорвать. Всех вместе. -2. Недостаточно движения. Сколько у него хп? 4? Работаем. Survival is all that matters. Так, а мне надо вот куда-то сюда подняться, чтобы им стоп дать. 4, 14.
Во, вот так, кстати, вообще будет хорошо. Все мертвы? Как хорошо быть элитидом. Это еще хорошо, что эти ребята суммонят меня. Потому что если бы мы не договорились, они бы к нам не пришли. Саппортят. Они суммонят. Они тоже, кстати, подчиняют стражников. Блин, ребята, вы не с теми воюете. Да, вот надо это убивать. Хорош. Зачем Астерион туда пёрся? This will do nicely. Блин, надо было, наверное, того добить для начала. Ну да ладно. Так, у этих наблюдатель остался. И еще там внизу какие-то ребята. Но это Луизель с ними разберется. Так. Что за взрыв такой? Исцелимся, кстати. И звучит неплохо. Надо посмотреть, что это. Блин, недостаточно движения. А этому слишком жирно, так много. Так, потерявшего сознание у нас тут нет. А этого заденет, интересно? Да ёпта, не задела. Блин, летит, ты бесполезен. Так. Сейчас будет Гитянка со всеми разбираться. А кто у нас тут рядом стоит с ней? А, тут мозг к нам пришел. Малыш мозг. Только он в инвизе. В кустах. Я даже не вижу, сколько у него хп. И атаковать я его не могу. Так, эти, наверное, сами подбегут. Тогда пойду бить вот эту. Ну, как можно было промахнуться, расскажи. Два хп. Так, ну, придется все самой доделывать. Только я не достаю.
swift as my feet can carry me. Блин, ну печать на него жалко использовать, у него там 2 хп. А этот тоже далеко стоит. Это нечестно. Ну, могу поросль наколдовать, пока она какая-то бессмысленная будет. О, этот вышел из-под контроля. Надо было тоже сразу его убивать. Так. Let's move. Может, Астариона вниз спустить? Там все равно эти двое идут. Хотя сверху будет урон больше. Пусть стоит. Ну, 32 урона для элитиды, что-то мало. Мог бы и больше. Давай, наблюдатель, рожай. Он такой, у меня 2 хп. Даже ходить не стал. Я не вывезу это. Блин, может в него молния какой-нибудь? И запулить. Блин, облако, кстати, хорошее. Так, здесь придется стрелять. Мозг какой-то недобитый. Сейчас мы его добьем.
Угу. И может этого братишку тоже. Братишка что-то не хочет добиваться. Так, у нас здесь 3 врага. А где 3-й? Где-то там мозг еще, по-моему, должен был быть. Стражник. Пожиратель, да, пожиратель тут. А здесь у нас 2. Но у нас есть Гейл и Астарион сверху. Ладно. Оставлю себя там. Кажется, они со спины к нам подходят. Блин, их нифига не видно. Fancy their chances. Ну где кто живой тут? Блин, там опять мозг не видно. Надо его с меча. Так, готов. Come on, can't stay idle. Так, а мне бы наоборот вот сюда. Кстати, надо было гитянку, наверное, тоже. Туда вести. Так. Но мы даже с этой стороны мы не поможем. Можно посадить его на лавку. I
I step. Блин, лестницу сломали. Не повезло. Ну, гитянка туда не дотянется. Nothing will stand in my way. Ладно, пусть ребята сами как-то разбираются. Он один все равно остался. А, 2 их осталось. Ну и ребят 2 там. Разберутся как-нибудь. Бенгейл у них хорошо, 40 хп. Цель слишком далеко. Так у него все слишком далеко. Где мой мост? Так. А, у нас один остался он вообще. Все, победили. Best be on my way. Кстати, можно было не спускаться, а опустить ворота. Точнее, поднять ворота. Но вот этот щупальца, которые там были, нам уже не отхилят хп. А это хреновенько. И поспать мне не дадут, да? Во, мы Степин. Здравствуйте. Блин, надеюсь, что сегодня. Блин, насколько же она вам не понравилась? Кошмар. 80 часов страдаете. Это ужасно. What's inside? Но в нее же весь Twitch играет, да? Мы же с вами тоже контент-мейкеры. О, хилки. Ловим хайп. Сколько у нас человек? 10? 15. Нифига себе. Так. Значит, придется хилками их лечить. У нас просел только император вообще. И Гейл. Минус 7. А как они сюда вообще залезли? Something good here, I hope. Меня Луизель с императором не хотят никуда идти. Давайте соберемся все у костерка. Так, я хочу сохраниться. Если будет где-то... Кстати, вон кувшин с мозгами. Может, здесь можно будет где-то отхилиться, чтобы не тратить хилки. Где кувшин?
Хотя у нас хилок много, но кто знает, что там на мозге будет. И где он? А, может он... Но мы полны и летит. Нам эти кувшины с мозгами ни к чему. Так, а вот этим ребяткам. Ладно, понятно. Moving in. Let's have a look. Ой, еще хилка. Здесь, наверное, хилки, кстати, у всех. Не у всех, ну ладно. Почти у всех. А почему ты... Астарион, ты почему остался? Ты что? Что делает-то вообще? Не попасть туда. Гейл, ты что делаешь? А, он спрыгнуть не мог? Ой, дураки. Нет, ну не идите вы все, стойте тут. Господи, что с вами не так? Где вы все? Соберитесь в одну точку. Вас слишком много. Невозможно вскрыть. Ладно, у нас один путь через главные эти ворота. Снупер, доброй ночи тебе. Блин, да, там уже мозг. Ну, привал нам не нужен, поэтому... Может быть, нам это поможет. Все, вот так отхили их. Должно быть норм. Seems simple enough. Not here. Come. Rise. Join. Waiting. This is not the place. We must find somewhere higher up to begin the climb. Найти что-то повыше. Окей. Не, ну сегодня мы в любом случае да пройдем. Need to get to the brain. Now. Now. А если не допройдем? Ну и ладно. Пройду без вас. Вам все равно не интересно. Блин, что ты не добил-то его? Sometimes the only way out is through. Don't waste a step. А потом будем только вон в D2 играть. Я посмотрю на вас. И посмотрю на тех, кто не придет. Тут еще куча ребят. А как к ним залезть там? Придется прыгать, лазать. А у тебя не откатился туманный шаг.
Сколько у них? 57, 20. Ну, на эти щупальца вообще не дамажат. Они как будто здесь недоступны. Недостаточно движения. Ну, блин. Мне надо. А чё я-то? Я тут ни при чем. Мастапин, спасибо большое. Во. Определились, да? То, что Киберпанк, я вам говорила, что я еще не покупала. Блин, они высаживают сюда кучу этих народу. Видимо, тогда и не буду покупать. Будем месяц чилить в Дустане. А потом пройдем Аона Вейка 1 и 2. И то, посмотрим на ваше поведение. Может, будем вон как Джон. 10 лет в Дустане. Все. Придут банджи, скажут, Настюха. Прорекламируй Final Shape. Валар. Здравствуйте. Спасибо большое. Неожиданно было. Мне надо как-то туда запрыгнуть. Но я вообще не могу туда. Где левитация? О, господи, всего. Во, нашла. Офигеть, сколько мобов. Валар, конечно, все хорошо. Спасибо большое. Надеюсь, что у тебя тоже. Так, сможем ли мы его ударить? Сможем, а этого нет. Блин, вот эти все обилки я бы оставила на мозг. Потому что... чую, там будет потная X2. Блин, просто промо. Просто понятно. Нашим же оружием решил ударить. Ну, это огненный шар. Блин, отсюда надо быстрее сваливать. Астерион умер. Своих же убивает, кстати. Так, нам нужно выйти из под удара.
All right. А вот это что такое? Ладно, не Still важно. breathing, despite everything. I will ascend. No time to waste. Ну здесь даже врагов нет. Я куда-то их повела там. Indeed. Откуда они ползут? Они ползут к этим ребятам моим. Надо нам выше подниматься. Найтбот что-то удаляет у вас там. Корабль как будто бы на нашей стороне. А где Астерион? Это вообще где? А, рядом с Гейлом. Нельзя контролировать смерть. Если я отойду, он меня ударит. Значит, надо его убить. Блин, меня корабль не ударит, как думаете? Как будто бы ударит, да? Never a dull moment. Need to find a way forward. Семь тысяч хп всего-то. Так, -1, но мне надо резнуть братишку. Вот в чем проблемка. А, этот дружок-то не сможет его резнуть, да? Или сможет, если... А, я ему даже не... Блин.
Я ему не смогу даже рез перекинуть. Ладно, он бесполезен. Уходи. А, нам его только свитком поднимать. Так. А где у нас вообще свитки? Они у нас есть? Да. Но потом будут и мозги ходить. Может его пока или резать. Или не резать. Ну класс, он резнул с 2 хп. И его сейчас убьют. И что? Зачем? Мы так сделали. Но по-другому мы бы и не смогли сделать, потому что здесь только Гейл, который может резнуть. Но, скорее всего, они сейчас его опять убьют, и надо будет опять резать. Так, сделаю его невидимым. Выпьем банку. И побежим. Гениальный план, да? Так. Рывок. Так, все, дальше нам не убежать. Сюда мы долететь не сможем. Окей. 18 хп всего восстановил. Куда наши подружки, интересно, идут? Вообще правильно идем или... Где мозг-то? А, да, мы идем повыше. О, здесь есть, кстати, это резал. Так. Все, понятно. Здесь вот эти круги такие незаметные, что непонятно, куда он ударит. Но вот тут вроде его нету. Но, конечно, такое себе. Ну, с рывком мы тоже никуда не убежим. Блин, ну я хочу всеми. А что, вам скучно? Смотрите, какая у меня тактика. Только что говорили, ой, нам так нравится смотреть. Как ты будешь проходить без нас? Беги одним персонажем. Гениальный мувмент. Видите? Их даже не ударило. Все спланировано. Может, я подольше хочу с элитидами драться. Откуда вы знаете? Спавнится без КД. Не, по-моему, они спавнятся вот как раз с этим...
кораблем, который стреляет вот этот. Только вот что вот это такое, я не понимаю. И еще мне интересно, если я их не всех приведу вот сюда, они же не смогут восстановить ХП. Значит, надо привести всех. Логично. По-моему, все хорошо получается. Так. Осталось вот этих ребяток только забрать, но вот с Гейлом, наверное, будут проблемки. И вот с этим чуваком, кстати, проблемки. У него левитация закончилась. Но может он сможет... Он даже не сможет запрыгнуть. Что делать с ним? Зачем ты статую ударил? А, зато левитация откатилась. Так, окей. А, еще 4 этих прибежало. Нет, только не Гейла, пожалуйста. Ну вот у Гейла-то нет полета. А, но он может запрыгнуть. Только не умри, братиш. Умирать нельзя. Да боже, все ударит тебя. Вы просто не хотите, чтобы я отхилила Гейла. Я вас понимаю. Блин, Невил, вот вы страдаете, кошмар. Подождите чуть-чуть, осталось вон 3 часа максимум. И то я думаю, что мы быстрее закроем. Где я? А, мы этим Астерионом бежим. У нас сейчас будет финальная битва.
They won't expect this. Так, все, одного подвели. I wonder if this is worth the cost. А, это место высадки. Я поняла, что это такое. Think you can take me on? Ой. Как-то я далеко отбежала. Здесь все погибли. Ну все, осталось вот этих дождаться. Да. Ну вот, еще пара ходов и дойдут. Гейл. Терпи. Так. Рывок. Джек, а ты, получается, зашел одним персом, и ты их тупо не хилил даже, да? Или они все-таки хилятся на разном уровне? Все отхилил. Но не проводил всех, да? В дверь. Да... Ой, какое говно. Рядом слышен интересный разговор. У меня была тактика. Все сломалось. Офигенная тактика, все живы. Я даже резнула Астериона. Ну, он так бы нас телепортнул. Вон, смотрите, как скучно. А мы вон пробирались, прочувствовали на себе всю эту боль. Вы просто не шарите. Вы пейте казуалы. Can't you feel it? We're almost there. Once we ascend the Netherbrain stem, we'll be in touching distance of the crown. But reclaiming the powers of Carsus himself. I'm ready. Are you? Мы могли покончить с этим прямо сейчас, если ты освободишь сферу. Then I think it's about time we ascended. Don't you? Пора бы вознестись, да. Могущественный летит, ползет.
Будет здорово, если дракон сейчас решит поджарить. Это все. There it is. The crown. The very thing that has been amplifying the Netherbrain's power. And the very place that we will be able to dominate it. That's where we should use the Netherstones. There you are. The rat catcher that became alone. The hatchling who rejected a queen. The wizard who defied a goddess. You are spectacular specimens. And you will make spectacular thralls. Она подчинила дракона. Ну, это было очевидно. Вон там корона. Наложи на нее чары. Ну, слушайте, это супер дохлый дракон. После этого Рафаэля из ада я вам скажу, что этот дракон детеныш какой-то маленький. Но раз они сказали, давай подчини корону, надо к ней как-то это двигаться, потому что, скорее всего, здесь будет тоже бесконечный спавн мобов. Мне так кажется. Но это не точно. А как нам лучше вообще идти? Наверное, вот так, по прямой, и запрыгнуть здесь. Думаю, так будет проще. Что там у этих? Ух, по 78 хп. Устойчивость к огню. Как тебе ледяной луч? Где ледяной луч? Астарион. Они сбили мой урон. Что за твари? Ой. Блин, тут еще какие-то щупальцы вылезают. Офигеть. No choice but to keep going. Этого пацана огнем нет смысла брать. Тогда... О, рой саранчи. Наш любимый. Вообще саранча, кстати, норм дамажит. 1%. 40%. А может и не норм. Блин, Дина, ты чего? Хорошенькая, смотри. Визуал приятный. Не? Ничего вам не нравится. А братишков, может, уже пора призвать? Что же, настало то время.
В идеале их как-нибудь разъединить, потому что если они будут дамажить, они убьют нас всех. Ладно, наколдую я шипы. Ой, это саранчуем. Надо на Луизель поражать союзников. О, смертельное облако еще тоже наколдуем. О, блин, прям перед ним поставила. Так, эти щупальца — бесполезный кусок говна, как мы с вами сделали вывод. Кстати, мы можем вот от этого отхилиться, но отхиливаться нам не нужно. Щупальца ударят. Ай, не нравится мне он. Infinity. Как ты любишь Старфилд? Это, конечно, не описать никакими словами. Так, давайте я их призову. О, я тут их могу... я могу их... Короче, мы призываем не ребят, а урон их. Хотя не, вот здесь написано личная стража. А куда вот их призывать можно? Могу вот сюда куда-нибудь? О, прикольно. Давайте еще кого-нибудь. Нельзя. В смысле нельзя? Да, я поняла. Император упал поспать. Долбит. А чё вы все из саранчи-то выходите? Что такое? Что, вам не нравится, что ли?
Вся моя стража. Пала. Надо скорее двигаться к короне. А мы все не отлетели здесь. Кстати, будет прикол, если там нельзя будет запрыгнуть. Точнее, это будет не прикол. Так, это я. А меня взяли в какую-то осаду. These boots have seen everything. Ступеньки по центру. Прям для меня сделали. А, да, кстати. Не, я через центр, да, пойду. Но сейчас еще куча щупалец вылезет. Ну да ладно. Мне туда надо. Надо было призвать союзника. Ну, ладно. Сколько у них? 22. Действие нужно. Так. Я же отошла. Блин, вот твари. Блин, хочу дракона, наверное. Убить. Все стражи перерезаны. Ты же насовывает, как и Гитьянка.
А дракон жрет даже чужих. Гейлу опять нехорошо. Держитесь, братья. Сейчас я вас резну всех. Все в кругу. Держите, вам 8 хп. Сколько есть? Так, надо призывать союзников. Это лучники. Орда нежити. Так, это исцеление, кстати. А куда ее можно призвать-то? Что-то она не призывается. А как вот их призвать? Я что-то не понимаю. Почему закончим? Что, вы не верите в меня? У меня почему-то не призывается. Какое-то постоянное убежище разума. Можем создать стену огня. Хотя тоже вот почему-то ничего здесь не создается. Видите, у нее никакого призыва нету. Может, потому что она и летит? Надо, видимо, астрионом попробовать. Да, вот им можно. Офигеть. Ой, не ударил бы дракон меня. Так. Призовем орду нежити. И надеюсь, что эта орда не отлетит в первом ходу. Промах. Надо его добить. Угу. А, да, точно, я же своей этой ходила, видимо, поэтому был недоступен.
Только не всю орду. Да боже мой. Как он это делает? Нет, чтоб прыгнуть в рой саранчи. Так, а корона все равно только у меня, поэтому двигаться туда надо мне. Можем братишку оглушить. А он не может перепрыгнуть. Ладно, оставим его тут. Ну, мы можем подойти почти сразу. Но так неинтересно. Надо рой саранчи. Хотя он опять оттуда выпрыгнет. Не, лучше я, знаете, что сделаю? А, я даже подойти не успею. Сделаю себе стражей. Или надо сначала подойти, а потом сделать стражей? Ладно. О, умер. Достаточно движений. Так, тут у нас трое щупалец. Кинем им огненный шар. Так, сможем задеть 2 щупальца. Так, союзник не надо. Да заберем мы корону, чё вы. Не переживайте. Все, дракон мертв. Ачивку дали. А вы все беги, беги к короне. Блин, чат, это вы ЧСВ, а не я.
Вон корабль прилетел. Так бы даже не узнали, что корабль может прилететь. А, он нас теперь будет обстреливать. Ну, знаете, теперь можно и пойти за короной, пожалуй. Вообще у нас осталось только два вот этих... А, один. Вот этот пацан у нас остался, и все. Но я до него не дотянусь. Так, используйте магию камней, чтобы взять под контроль корону и подавить нитирийский мозг. Заклинатель должен поддерживать это заклинание до своего следующего хода, чтобы оно действовало. Погнали. Погнали, подчиним. А надо как? Рядышком стоять? Работаем. Блин, где ты вообще? Недостаточно. Будем щупальца отстреливать. С мозгом бой. Это все будет. У нас даже подкрепление осталось. О, император очухался. Я уже забыл про него. Блин, такой этот император бесполезный. Ну ладно, пусть стоит. Блин, недостаточно движения. Заберем. Так, Астриона надо увести. You feel it, a sudden shift. The brain is weakening, its grasp of itself slipping. This is your chance. Even bound, its will is stronger than anything you've ever felt. The chains shake, threatening to break at any moment. Feeble.
Its will is weakening. 210. А где мои тиммейты? Со мной только Астрион, что ли? Так, нам нужен не полет, а левитация. Блин, а у него устойчивости нету, кстати. В смысле всего? Ни хрена себе. Всего. Мам, тут уже всего мало. Надо, чтобы 1000 была, да? А братишки ко мне не зайдут? А, зайдут. Только вот этот император, скорее всего, не зайдет, потому что он хрен знает где. А где у нас вообще портал? Зашел. This is it. Its will is weakening. Нет, мой любимый это Гейл. Вы запутались. Я так не говорила. Блин, вы чего, так не говорите? Что я так говорила, все подумают, что это так. Это не так. Смотрите, Кличко проснулся, да? Неожиданно. Кандидат на аннулирование? Что? На какое аннулирование? Я не согласна. А, она сейчас эти платформы уничтожит, да? Походу. Да за что нам прилетело-то? Все, я не кандидат на аннулирование.
38. Как хорошо. Молния на нее не работает. Я понял. Блин, ну вот зачем нам вообще этот Геральт? Сама бесполезность, вообще ничего не может. О, мы можем сон... Ой, мозг в сон, но не можем. Короче, Геральт бесполезность. На добрую концовку? Конечно. Конечно. Вы пришли на нужный канал. О, Господи. Impossible. Pain. Fear. Terror. Reconsider. Assess. Implore. Surrender. Shut it out! It's on the precipice. Push it over! Spare me. Join me. Wield me. Become absolute. Now, kill it! We could do it, you know. We could rule the world. Астрион, ты читаешь мои мысли. Какая грустная музыка. Хотите поголосовать? Блин, Астрион топовый. Это у тебя какие-то вкусы специфичные. Мне очень нравится второй. Захватить мир. Skaketh! What do you think you're doing? Да почему меня останавливает постоянно? Притаю власть. Ловлю удачу за хвост. Вообще я планировала с Гейлом править миром. Но вообще можно и ей местечко найти. Может, полы нам мыть. Но я выберу первое. Together. Conquer. Не, вместе нет. Я буду править сама.
Идеально. Какой кайф. Почему не оставили меня на троне? Я не успела сфоткать. Идеальная концовка, чат. Просто лучше не придумать. Я на троне. Рядом со мной Гейл. Мои ребятки. Супер. Но заставку, кстати, могли подольше подержать. Так, Infinity, мы на протяжении 80 часов чем занимались? Ты где был? Еще одна пройденная игра. Копилочку. В 10-ром. Так в 4-м. Так. Куда еще больше-то? Блин, Гейлу нельзя было взрывать, он очень хороший. Вы видели, какие он серенады пел? Он будет ухаживать за мной. Вы мне будете щупальцы протирать? Я думаю, нет. Чё там по саундтрекам в Старфилде? Джек, спасибо большое за клип. Памятный момент с титрами. Я вроде сделала до трона. Блин, надо себе вместо кресла такой трон сделать. Мастапин, спасибо большое. На конста. Мастапин. Пожалуй, промолчу. Вы всегда можете заказать свою игру, чат. У нас есть все в описании. Что вам не нравится? 80 часов. Нет, что похвалить, сказать. Стример. Ты прошел. Ты красавчик. Вы знаете, что топовые стримеры не проходят Baldur's? И не прошли. Держу в курсе. Очень мало ребят, кто действительно полностью прошел. Поэтому я нами очень горжусь. Но и мне игра очень понравилась. О, Ди, спасибо большое. Памятный момент с титрами. Держу в курсе. Не узурпировала, я его достойна. Кто, если не я? Астрион, что ли?
Ну, жалко не показали момент с Гейлом, чтобы я ему корону отдала. Чтобы мы на этом троне. Но я думаю, это осталось за титрами как раз. А, при первом варианте. Ну, тогда пошел он нахрен. Корона будет на мне. Я же и себе, да, забрала? Спасибо большое, Мастафин. Спасибо большое. Инфинити, спасибо за 6 мемкоинов. Корона осталась на мозгу. Ну, короче, вся власть в моих руках. Меня все устраивает. Блин, Инфинити, почему тебя постоянно чистят? Мне причем нравится, что Инфинити пишет, типа, я указал, чтобы не было оповещения. И Найтбот это стирает сразу же. Такой, все будет видно. О, Инфинити, спасибо. Теперь, если отправишь жопу, мы будем знать, что это твоя работа. Может быть, и жопу, конечно, тоже. Кто знает. Потому что там вы можете загрузить свои гифки. Я за вас не отвечаю. Это вы, короче, бежите на стрим, когда Балдур закончился. Такие, ура! Не будет больше этого душного контента. Вот эти все катсцены, красивые звуки, локации. Какой песик. И котик. Хороший. Блин, если вы хотите душиться месяцок в Дустане, я вам устрою. Вообще без проблем. У нас будет и Гамбит, и Осирис, и патрули, и ранг стражи поднимем. Столько контента. Эрис дань будем собирать каждый день. Без проблем. Блин, подземелья, наверное, нет. Хотя сейчас они очень легкие. Вот, я трон закрывала в соло. Это единственный, кстати, данж, который закрыла. И все, я там задушилась настолько, но я его закрывала, когда трон только вышел, без всяких вот этих богоюзов, когда все стало легче. Мастафин, спасибо большое. Блин, вы так скучали по Дустану? Да. Хорошо. Любое ваше желание. Нет, вот, допустим, если сейчас пойти в яму Ереси, то там будет легко. Нет, актуальные всегда сложные. Вот про это и речь. Поэтому к бабуле с ее светлячками я точно не пойду. Я даже фоном не буду включать стрим по Дустану. Блин, вот и что делать? Кошмар, вам не угодишь. Ларианы не то. Дустан не то. А что, куда идти-то? Симс? Лилит убить надо. А ты взял сотый? Да, хорош. А чё Лилит тогда не убил? Меня ждешь?
Да, монстр, да что с вами не так-то? Офигеть, сколько вас ненавидящих Ларионов. Вы что? Ну, понятно, что да, 80 часов стримов — это много. Но хорошая же игра. И кат-сцены, и саундтреки, и локации. Я и так старалась, чтобы у нас было не душно. Потому что если бы я проходила с каким-нибудь... полностью изучать зоны, или там полностью что-то собирать все книги, читать. Вот тогда бы вы задушились 100%, я вам гарантирую. Гео не умер. Блин, чат, прекратите завидовать его 6 рукам. Лилит уже все убили. Вот, Инфинити. Позор. Так десятки все стоят. Все оценили. Вон Инфинити тоже не понравилось, но он в Старфилд играет. Монстр, ты не играешь в Старфилд? Мне надо как-то понимать, что ваше. А то окажется, что Киберпанк тоже не ваше. И все. Так хоть можно сэкономить. Все играют в Старфилд. Чтобы засрать игру. Блин, зачем играть в игру, если можно ее засрать, не покупая? Но объективно, кстати, засрать. Это не как вон у нас в чате срали финалку, не поиграв, не разобравшись, не почитав отзывы, ничего. Это другое. Так что будем Дустан тогда фармить. Раз большинство за Дустан. Только Инфинити не хочет Дустан, да? А у вас была сцена после титров? Не, насчет 15 я не знаю, я даже не смотрела ее. Это там, где пацаны на машинке или нет? Даже 2? Нифига, хорош. А у нас теперь сейвы будут недоступны, да? Хотя мы даже с вами не сохранялись ни разу. В конце. Доступно? Надо посмотреть, где последний сейв. Но, скорее всего, в начале боя. А зачем сохраняться, если мы шли на идеальную концовку? У меня даже в мыслях не было переигрывать. У нас все очень хорошо. Надо посмотреть, кстати, в Стиме ачивки, какие мы с вами выполнили, какие нет. Сколько, Джек, у тебя было ачивок после прохождения? Осталось удалить. Ужас. Не, с вами переигрывать точно нет. Вы меня задушите, отпишетесь, и я буду оплачивать электричество сама. Не-не-не. Не, у нас же стрим дропнулся. А ты получил?
Ужас. Это получается, у нас все выходные Дустана будут. Блин, Мастапин, зачем ты за ночь приезжал в аэропорт? Можно поспать дома. И к вылету за 3 часа приехать. Изи. Блин, Джек, не. Не-не-не, никаких рейдов с вами. У тебя был киоск в Домодедово? В аэропорту или в поселке Домодедово? Блин, я почему-то представила киоск с этими... с газетами, с судоку. Чисто для бабушек. Тур поездки. Блин, надо было через тебя покупать путевку в Турцию. Скидки, акции. Монстры, фу. Ужас. Я до сих пор помню наш разговор про тараканов. Как нас вообще осенило поднять эту тему? Отвратительно. Фу. Ну вот я это запомнила. Не знаю, как чат оклемался после этих сообщений или нет. Но это ужасно. Продал компанию. Маста, ну как так? Видел, сколько народу покупает путевки? Прибыльно было бы. Я могла бы открыть рядом ларек с этими надувными кругами. Сидела бы там, надувала их. При покупке тура круг в подарок. Клиентов было бы дофига, ты бы сказал. Монстр. Фу, боже, опять. Блин, а чем воняло-то? Фу, опять? Ну давай это обсудим. Кошмар. Как можно квартиру до такого довести? Хотя вон, посмотришь передачи там на Первом канале. Там и помойка в квартире, и 20 кошек, и что там только нету. Кстати, в Индиане тоже не было сцены после титров. Хотя в прошлых Индианах они, по-моему, были. Фу, монстр. О. Какая мерзость. В Питер не едем, да? Там тараканы. Блин, надеюсь, они не бухают с детьми. А засрали квартиру с детьми. Не, титры кайф, я же вам говорю. Мы с вами смотрим, кстати, все титры. Мы после Death Stranding сидели, наверное, минут 20. Титры смотрели. Но там еще кат-сцены были. Так, Infinity, у нас же State of Play в 12.
Ну и начинать новую игру на 2 часа как-то... Никто тебя не игнорит. Ты же сказал, что в понедельник можешь. Можем в понедельник. О, а то ты помирать собрался. Включим «Беременность 16», будем смотреть. Делать обзор. Помните, мы с вами читали, что у Ларианов... Сколько у них человек в команде-то работает? Еще Твап, кстати, вышел. Но читать его я вам не буду. Хотят убрать шарды. Прикольно. Так, я хотела Ларианов загуглить. Так, 300 человек работает. Кажется, их здесь больше. Нет? Компанию основали, кстати, в 1996 году. А титры? А вдруг кат-сцена будет? Вон у Джека была. Я тоже жду. Что-то очень быстро меня на троне показали и скипнули. Мне не хватило. Ну а что еще показывать-то? Город мы захватили, власть захватили. Все уже показали. Слушайте, тут точно больше людей. Да. Я же вам рассказывала, что там стаканы дают за комбо. У меня, по-моему, уже за года 3 так стаканов накопилось. Вот предыдущие были гораздо толще. Эти прикольные. Но, по-моему, у них закончилось уже это. Никто меня не свергнет, Джек. Что у вас за мысли такие вообще? Только там и питаемся. Блин, ну фишбургер офигенный. Биг Тейсти офигенный. Что там еще? Макфлури. Все. Чикенбургер, но он маленький. Блин, Цезарь ролл точно нет. Блин, он же из наггетсов состоит. Не знаю, не могу есть уже наггетсы. Видимо, переела. Райс хорош. Но, кстати, вот чикенбургер, по-моему, не работает с большим комбо. Там же на стакан нужен большой комбо. Наггетсы — это курица? Ну, конечно. Это филе из курицы. Как этот фаршик такой. Отдельно еще и бургер, Райс. Ну ты хорош. Ради стакана.
Ой, чат, вы, я смотрю, прям как я. Все в дом. Пусть будет. Даже мака нету. Не, ну мака и у нас нету. У нас теперь вкусная точка. Мак теперь только за границей. Я вам рассказывала, в Турции мак дороже, чем вкусная точка. И мороженое дороже. Хотя у нас мороженое вкусней. Ну так я ела у них, мне не понравилось. Но я ела только мороженое у них. Ну так я и говорю, дно. Я же говорю, у нас вкуснее. В Турции мало того, что невкусно, так и дороже. Но у нас вкуснее, потому что вкус адаптирован под россиян. Поэтому еда везде разная. Я ела и в Китае мак. Там он просто адская смесь. Супер острый, невкусный и хлеб, знаете, прям. Как будто хлеб порезали. Нет, цены там адок. Они сами там, по-моему, не едят. Там дешевле в Брестик сходить, чем в Мак. Смотрите, нам спасибо говорят. Не нам, это они спасибо говорят. Спасибо моей маме, что поддерживала меня. Спасибо моей жене и детям. Как мило. Давайте тоже благодарность напишем. За Гейла. Теперь будут все благодарности от 300 этих сотрудников. Офигеть. Огромная благодарность моей жене Елене. Хорош. Не засали, написали на русском. Молодцы. Спасибо, вкусная точка. Блин, очень мило. Первый раз такое вижу. О, вот этот чувак прям молодец, он такой. Напишу абзац. Блин, всех так поддерживает, офигеть. Блин, Инфинити, немного показалось, что тебе тут спасибо кто-то сказал. Спасибо, что не купил нашу игру. Райс, хорошего вечера тебе. Сделаем памятный момент в конце титров.
наконец-то досмотрели. 80 часов на прохождение игры, еще 8 часов на просмотр титров. Вон там кто-то потратил 8000 часов. Блин, один чувак на русском написал, и все. Катьке и Ирине спасибо за любовь и поддержку. О, спасибо Лисенку и Заюшке, самым пушистым на Диком Западе. Тоже хорош. Вы теперь будете знать, что в титрах хотя бы было. Кто вот досматривает их? Да, не видела. 3, получается, на русском. Моей собаке. Добби. Лучший компаньон. О, блин, даже собаки спасибо говорят. Как это мило. Пропустила. Тут вон сколько текста. Но ничего страшного, все будет в памятном моменте. Все сохраним для внуков. Во, смотрите, моей любимой сестре, которая всегда поддерживает меня в моих безумных начинаниях. Маринка, ты лучшая. О, сколько русского. Всем моим друзьям, с которыми мы разделили столько захватывающих моментов за все годы нашей дружбы. Тёма, Сережа, Илья, Женя, Денис, Паша, Юрка. Остаетесь важной частью моей жизни. И Соне за бесценный опыт. Что ж такое Соня сделала? Обожаю вас, мужики. Блин, как круто. Собачка Фонс. Очень же мило, чат. Ну согласитесь. Вон Инфинитика пройдешь? Ой, и Маста тоже. Расскажите, что там у вас в титрах. Запишите мне видосик. Досмотрели титры. Сохраняем. Все для внуков. Собак, детей, бабушек, дедушек. Потом тоже буду передавать благодарности. Сидя на троне. Что-то я погорячилась, да, что вы смотрели? Еще нет.
Так, Infinity, вот ты пишешь, за 7 лет работы. Ты в курсе, что Лариан эту игру делали 10 лет? Мастапин. Спасибо огромное. Блин, надеюсь, еще нет. Хочется еще пожить. Но финал хороший. Куда нас загрузят? Можно продолжать играть, сидя на троне? Можно продолжить, кстати. А куда меня запустят? На титры? Да, у нас последний сейв перед боем. — 70 часов. В Стиме, кстати, больше часов. Нет, Divinity тоже делали Лариана. Лариана сделали Divinity и Балдур. А чё F? У нас есть с вами час. Чат. Час 15. Хотите пройти на другую концовку? Я могу пройти. Маста сейчас такой: Настя, нет, нет, никаких концовок других. Дропай нахрен ее. Ну а чё часто сидеть? Не, я могу вам Индустан, в принципе, загрузить, но... Ну, мне интересно. Я могу и соло это пройти, посмотреть. За часто мы по-любому до мозга дойдем. Просто сейчас я уже буду делать по-другому. Мы быстренько пройдем к захвату мозга и телепортнемся, и все. Че, идем? Идем? Не идем? Или вам опрос нужен? Давайте, решайте. Или беременна в 16 смотрим. Я же вам не предлагаю вон от этого, от Рафаэля загрузиться. Хотя можно еще раз глянуть. Посмотреть катсцену. Мастафин, спасибо большое. Погнали. Все, втянулся. Перетащили на сторону зла. Так. Need to find a way forward. Cardi, once we ascend the nether brain, I'm ready. Are you? Добудем тебе корону. Так. Хотите, сейчас его подорвем? Ну давайте это глянем, а чё нет? Но мне кажется, она неинтересная будет. And I would die in the process, just to win the favor of a goddess who scarcely cares for me. We discussed this at length. Thought you and I were of a similar mind. Блин, первый раз за 80 часов на меня Гейл орёт. Ты прав. Кажется, мы не выбьем столько. О чудо! Сегодня все звезды за нас. I could simply tell you what you want to hear, then ascend by myself and seize the crown anyway. You know? Хочет предать меня.
No, I would not presume that. I know quality when I see it. But it won't come to that. For I have the means to spirit away those I care about to a safe remove. Before Он the нас final cut. спасет. Давайте... Прощай, Гейл. Я бы осталась с ним. Please. This will be so much easier knowing that my memory lives on with you. There's endless wonder out there. Infinite possibilities. Perhaps fate will bring us back together. Боже мой, идеальный мужик. Даже сказали ему умереть, а он все равно идеальный. Fugamus inferni blandimenta. Эвакуировал меня, я же хотела остаться. Мы не умрем вместе. Up you go then, Gale. Let's make this count. Весь чат смотрит на Гейла. Они ждали это 80 часов. Смотрите, как ему легко подниматься, все проветривается. Thrall? No, I think you're mistaken. The name's Gale of Waterdeep. A pleasure to make your acquaintance, though our time together will be exceptionally brief. Farewell, and happy landing. Это ужасно, чат. Вы отвратительно. Осуждаю. Ну и давайте, скажите, что концовка с троном хуже была. Но ягненочка спасли. Какой ценой? Ценой Гейла. Чего они радуются? Everything you did, everything you sacrificed. It was worth it. For this. Букву Л пропустили. He succeeded. He destroyed the nether brain. The parasite. It's with it. Dead along with the nether brain. I am cleansed.
I will never be a filthy geich. But Gale, he's gone. Strange. I miss him. Даже ребята скучают по More than Гейлу. I thought I would. A most noble sacrifice. It seems that your sacrifice was not needed. Nonetheless, I hope you enjoy your newly uncovered potential. We have achieved all that I desired. Thanks to Gale, we are free. Skvar, you may have succeeded, but I have failed. Gith's son is dead, and Vlaakith has abandoned me. I will be hunted by her Inquisition to the ends of the world. Сейчас будем драться с Гитянки. I have nothing more to gain by being here. У тебя есть я, но мне кажется, она не останется. For you, you are geich. It was under your Я watch that my осьминожка. prince was slaughtered. You had the means to free Orpheus, but you chose not to. I watched you consume his mind. It is true you helped me end the Grand Design, but the path you chose has cost my people greatly. I will thank you, but I will not stay for you. -1. Она умрет от драконов. A reprieve from the Githyanki invasion. For this day at least. With the Githyanki gone, there's nothing left but the silence of the city. Smoldering, waiting to be rebuilt. Ну ты, наверное, спасала. А, нет, ты You не are a говорила, что не mind спасала flayer, этого. The very thing you sought to eradicate. Whatever self you possess is quickly ebbing away. Your friends and enemies alike are ripe for manipulation. And if not manipulation, Видите, какие then безумно разные концовки? soon you will not be able to trust yourself at all. You will be a monstrosity beyond redemption. Or not. Perhaps you are unique among illithid kind. Perhaps you will retain enough of who you are to resist your nature. A rogue mind flayer. Like the Emperor, the risk is certainly yours to take. Will you? Отправиться в тюрьму. Вперед, за Гейлом. It is as it should be. I hope you find peace. The blade feels cool as it pierces your flesh. There is no pain. Ужасная Only the need концовка. to sleep. Sleep. Просто ужас. Sleep. It's over. And it's all because of you. You, who were destined to become a thrall. Джек, а Гейла ты не Thanks to осуждал? you, there will be no illithid empire, no death Наш god's песик. tyranny. You have earned your place amongst the legends of the Sword Coast. You are the saviors of Baldur's Gate. Не, Трон был лучше. Откатываемся. There thou art. О, The dead three.
Thy face is gods, thy actions barely worthy of the name. Didst truly believe thy ploy would succeed? Didst believe I would not notice? Thou soughtst to bolster thy strength by taking away the souls of mortals. But souls vanish when their hosts become mind flayers. Didst think the other gods would not notice? Gods thou may be, yet thou hast proven thyself fools, everyone. The supplication of Bane, the whimper of Baal, the death mule of Merkel, felled by mortals. I overestimated thee. They did not. Vermin, away. Thou wilt trouble us no more. Иссохший зарешал. Красавчик. Встроенная кнопка. Ой. Вот вы эти переобуватели. То есть меня осуждают, а Гейла все так и должно быть. Прикольный, кстати, даже конец. Очень грустный, но для жителей Балдура кайф. Can't you feel it? We're almost there. Once we ascend the Netherbrain stem, we'll be in touching distance of the crown. Of reclaiming the powers of Karsus himself. I'm ready. Are you? Then I think it's about time we ascended. Don't you? Я уже вознеслась, теперь вознесем Гейла. Так уж и быть. А чё я-то сразу? Я ничего. А, это он ждет, чтобы к нам туда запрыгнуть. There it is. The crown. The very thing that has been amplifying the Netherbrain's power. And the very place that we will be able to dominate it. That's where we should use the Nether Stones. There you are. The rat catcher that became alone. The hatchling who reached. Ну, прикольно, что она делает рост сквозь всю игру. You are spectacular specimens. And you will make spectacular thralls. Не, рабами мы не станем. Тут это не для нас.
Так. Так, не рывок. Прыжок. Come on, can't stay idle. Блин, я опять не могу их призвать. А, потому что я прыгнула. Ага. Нет, наколдую себе стражей. Так, а вот Гейл нам наколдует воинов. Только надо, чтобы их не сожрали бы сразу. Было бы неплохо. И надо всех двигать все равно к короне. Блин, ударит. Ладно. И еще корабль через 4 хода будет. А здесь разве есть автобой? Это было бы, мне кажется, слишком... Да, опять умерла камера. Было бы слишком странно. Так. Чё щупальца не хотят ходить? Тем более ни один автобой не сможет отыграть, как вы. Здорово, Валерман.
Блин, а если он проиграет? У нас с вами остался час. Полагаться на автобой — это очень тупо. Тем более мы что с вами, такие занятые, что пусть игра сама проходится, что ли? Зачем? Так, что бы им наколдовать-то такого? Так, ну хилить его пока не надо. Так, а где у нас корабль? А, там. Кстати, можно не убивать дракона в этот раз. Блин, дракон ударит. Ладно. Блин, вебка умирает, я вам же говорила уже. Она сегодня за стрим раз 5 умерла. О, слушайте, не бесполезный. Ну, ща она немного это отдохнет. Мы как раз с вами проведем бой. Врублю. Taking position. А, ей, наверное, рывок нужен. Блин, ну туманный шаг пока нет смысла юзать, потому что я еще не продвинулась. Пока будем драться. What now? Блин, он меня ударит, нет? Нет. Так, Гейл. Давай наколдуем. Можно лучников, кстати, наколдовать? Ну, мне кажется, прям сожрет их сразу, ну ладно. На меня они вдвоем ударят, не буду прыгать. Блин, тупо изгнал всю нежить, гений. Да ё-моё, каждый раз эта нежить дохнет просто за секунду.
Надо лучников призывать. Другого варианта нет. Не кричите. Сейчас все будет. Так, прыжок у нас какая-то фигня. Полет. Блин, дракон. Да блин, вот грёбаный Астарион. Так, тогда ты давай иди. Будет отвлекать. О, Гитьянка прям рядом с ним. Хотя... Пожалуй, мы пойдем. No time to waste. Да... Они все станут меня. Так. And away I go. Гейлу бы двигаться, но надо... Надо разобраться с щупальцами. Да, опять щупальца. Ну что такое? Гейл проклят на своем пути. Ой, Эзель схватили. Да, подмога, конечно, так себе. Зачем этих лучников призывать? Хотя помогут, может, отступить хоть как-нибудь. Имба. Так, и хорошо бы помочь Гейлу, но что-то она как-то не дотягивается. Блин, побежала. Ну ладно. Надо работать. Shift. The brain is weakening, its grasp of itself slipping. This is your chance. Even bound, its will is stronger than anything you've ever felt.
chains shake, threatening to break at any moment. Feeble resistance. This is it. Its will is weakening. Так, это я уже зашла, да? Так. Ты живы? Ага. Ну, план тот же. Восемь урона. План так себе. Ну, сейчас мои ребятки подтянутся. Так, разлом. Кстати, не обязательно всех забирать, наверное. Так. Можем лучников призвать. Да, то есть сами бы напоролись на щупальца, так что неплохо. Смотри, титры. Я смотрю, вам понравилось. Блин, Астарион, только не умирать. Хотя сейчас дракон еще там будет ходить. Ну только не трех лук. О боже. Ну хотя бы одного. Да. Главное мне не отлететь. Будет неожиданно. Астарион почему-то не может выпить баночку вообще никакую, причем. А, это у него есть. Блин, Астарион, очень плохо себя ведешь. Блин, я бы не хотела кого-то из них потерять. Хотя это вряд ли отразится на сюжете. Ну да, он не может выпить. Так, а если мы ему сделаем полет? Вроде не должно ударить. Угу, нормально. Хотя ему бы вот как раз отхилиться укусом. Ладно. Блин, где этот миллиметр, где можно его поставить? Почему так сложно? Ладно, давай куда-нибудь. Давай вот сюда. Да что такое-то? Так. Все, работаем.
Этот нам, в принципе, и там не поможет, и тут не особо-то поможет. Но можно пока его оставить. Пусть принимает удар на себя. Они все очень далеко стоят. Надо было на Гейла, наверное, наколдовать. Если бы он достал. Так, Лойзель. Давай, нам надо прыгнуть в портал. Кто у нас остался? А, Гейл у нас тут еще остался. Чем мы его вообще били? По-моему, нанесением ран было даже. Хорошо. О, заведу их всех и отхилю тогда. А, Астарион у нас где-то еще. А, Астарион зашел. Все, норм. Ой. Так, Гейл, жить. Жаль, конечно, этих добряков. О, так эти ребятки тоже вон на аннулирование идут. Нехорошо. Так, надо его добивать. Что у него там? Устойчивости нету. О, Астарион так подохнуть может.
Мы, ну, не забрали все ходы. Нечестно, я бы постреляла. Never a dull moment. Надеюсь, Гейла тоже. Да. Так, Гейл, надо прыгать. Пойдет. Крутая механика, кстати, с платформами. Умер. Impossible. Pain. Fear. Terror. Reconsider. Assess. Implore. Surrender. Не, еще не титры, мы же другую концовку посмотрим. Silence, brain! The grand design has failed! You have failed! Spare me. Join me. Wield Но me. объединяться мы уже не будем. Become absolute. Now, kill it. Мы отдадим корону Гейлу. We could do it, you know. We could rule the world. Слушайте, а при этом исходе я, наверное, умру. Я же стала этим элитидом. Будет прикольно. My master. I must obey. I must end. Hopes, nightmares, and the screams of legions upon legions of unborn Illithids. Да, вон нас тоже. Obliterating all thought, all feeling. Корона упала. Нам надо за ней. Silence. For the first time in a long time, your thoughts are entirely your own. And then, gravity. Мы все умрем. Нас протащит по всему Балдеру. Как с корабля нас выкинуло.
А если бы на город упал? Не, это тоже такая хорошая концовка. Вот сторона зла была в моей первой версии. И мне она больше всех нравится пока что. Но кто виноват, что я рождена, чтобы править? Так мы же в воду упали, конечно. Но это было бы странно, если бы так закончилось. Everything you did, everything you sacrificed. Нас после титров, да, покажет? It was worth it. For this. Блин, а где корона с Гейлом? Где другого ждала? Вылезли. It is done. The Absolute eradicated. Vengeance exacted. Это уже экстрим. Ты пропустил Гейла. Except those of our own making. And I am cleansed. The tadpole is still at last. Although in your case, the transformation may be an improvement. Я нравлюсь себе в этом виде. And rightly so. You О, are better император, now да, than не you стоит. have ever been. Да, спасибо. Without you, the brain would have enthralled me again. I would rather die. I owe you everything. Но так она освободилась, она не может прийти в себя. Skvar, you may have succeeded, but Да I have ё-моё. failed. Gith's son is dead, and Vlaakith has abandoned me. I will be hunted by her Inquisition to the ends of the world. Можно ее убить? I must leave. I have nothing more to gain by being here. И где четвертый вариант? Ну давайте первое спросим. То что второе она просто свалит. You helped my people end the Grand Design. For this, I will remember you. But I will not forget what you have cost us. I watched you consume his mind. I will remember the fights we fought together. But my next fights will be without you. Не, она вообще на дракона ни в каком варианте не садится. Ну, потому что мы даже при королеве ее тогда тоже использовали. Leave at last. I feared they would make this world their own. With the Githyanki gone, there's nothing left but the silence of the city, smoldering, waiting to be rebuilt. You are a mind flayer, the very thing you sought to eradicate.
Whatever self you possess is quickly ebbing away. Your friends and Хочу диалог enemies с alike Гейлом. are ripe for manipulation. Если его тут не будет, то все Manipulation, зря. then consumption. Soon you will not be able to trust yourself at all. You will be a monstrosity beyond redemption. Or not. Perhaps you are unique among illithid kind. Perhaps you will retain enough of who you are to resist your nature. A rogue mind flayer. Like the Emperor. The risk is certainly yours to take. Will you? Можно отправиться в тюрьму. Не, меня устраивает первый вариант. Your fate will be what you make of it. Now you are your own master. But it seems that Gale's mind is elsewhere. The crown. Corona. Somewhere in the Giontha. If I salvage the stones, I can reforge it. With the crown in my hands, I would be unstoppable. The casts I weave would be mine to command. I would be more than the greatest wizard who ever lived. I would be a god. А вы на меня что-то ругались. Я просто хотела править, я не хотела быть богом. А, ну, мы станем богами вместе. Слушайте, всегда хотела стать богом. Выходит, изи-катка. Из тебя выйдет прекрасный бог. Я выберу первый вариант. That day cannot come soon enough. But first, Мы достанем ее I must вместе. retrieve the crown. Have patience a while, and I will return to you, carrying immortality in one hand and offering you ascension with the А, other. он сам сгоняет за ней. I will be a god, as will you. Мне прям на берегу ставить, да? Кажется, он что-то это мутный какой-то. Another low mortal grasping at godhood. Perhaps he will manage it and be everything he promises. Perhaps not. Better for the world not to find out at all, I think. And certainly better for Gale that Mystra does not. But he set himself on his path. А, он там We в have our own четвертом next steps to Балдурисе think on. когда-нибудь вернется к нам. What shall we do with our liberty? Джек опять все заклепал. Не пошел он к своей богине, он пошел на дно, чтобы достать корону и сделать нас богами. Видите, на что он готов ради нашей любви. Так, а что мы будем делать с нашей свободой? Я свежеватель разума. Подземье зовет меня. Блин, благие намерения, это так что-то грустно как-то. Я буду свежевателем разума. Джек, нет, он не такой. Quite right. As you should. You have earned the right. Да, я заслужила. Пойду жрать Their людей. concerns are so trifling, are they not? Look at you. You're glorious. The greatest ally I could have wished for. Так и есть. You know, this partnership doesn't have to end here. You and I could do wonderful things. Вообще-то я жду Гейла. We could rebuild the Knights of the Shield and run it together. What do you say? Но, по-моему, отличный план. Пока Гейла все равно нет. Ой. Мы элитиды или нет?
Сожрать его мозг. О, чат, надо, надо сожрать. Надо сохраниться. Ну, сожрать мозг что-то прям жестко. Но я предлагаю мыслить масштабнее. Have I ever told you how much I enjoy you? Lead the way. Погнали. It's over. And it's all because of you. You, who were destined to become a thrall. Thanks to you, there will be no Illithid Empire, no Death God's tyranny. Опять загружаться. Дайте титры посмотреть. You have earned your place amongst the legends of the Sword Coast. You are the saviors of Baldur's Gate. Не, первая концовка самая лучшая. Не знаю, какая понравилась вам. Вы можете сказать об этом. There thou art. Но первая прям топчик. Вторая это где Гейл сам умер, и третья это вот это. Подумай. Так, ну это мы смотрели с вами. Или он что-то новое скажет. Thou soughtst to bolster thy strength by taking away the souls of mortals. Здравствуй, Фран. Да, да, 3 концовки закрыли. Но это потому, что ждем презентацию. Как бы я остановилась на первой, она меня устраивает всем. Yet thou hast proven thyself fools, everyone. The supplication of Bane, the whimper of Baal, the death mule of Merkel, felled by mortals. Ой, все супер. Overestimated thee. Очень понравилось. They did not. Уже хочется опять. Thou Ждем wilt норм игру. trouble us Так, Маста, no а что ждете там? Дустанчик? Больше игр у меня нету. У меня только Аун предзаказанный. Fortnite. Fortnite можно организовать. Так, давайте мозг сожрем. You know, this partnership doesn't have to end here. You and I could do wonderful things. We could rebuild the Knights of the Shield and run it together. What do you say? А чё, возродить рыцарей щита нас вообще, да, не интересует с вами? Chewy, cerebral, and delicious. Never in your life have you tasted something so delightful. It's not as if you're doing anything wrong. Just following nature's plan. Кошмар какой-то. Вот эта концовочка. Ну и все. Все посмотрели. Все, что только можно. Блин, ну Fortnite тоже. Пойдем в Fortnite, потом еще 2 года ко мне будут дети приходить и спрашивать, а когда Форт, когда Форт? Вот это не застали, а мы нахавались этого с головой. Вы не сказали, какая концовка вам понравилась.
Вот эти концовки прикольные тем, что мы спасли врата Балдура. Но, когда мы их не спасали, а просто заняли трон, меня тоже все устраивало. Так, где умер Гейл. There thou art, the dead three. Thy faces Выходим. Так, я хочу посмотреть ачивки. Что у нас тут с вами по ачивкам? Где их смотреть? 24 из 53. Слушайте, ну, нормально так за одно прохождение. Мы заслужили искреннюю благодарность от Ларионов. 9% игроков прошли игру. Красного дракона убили. Кстати, где тот самый маленький процент? Во, убийство во вратах Балдура. Стать нечестивым убийцей во имя Баала. Мы стали. Залили улицы. Норм. Это самый такой сложный. Блин, здесь не написан процент. Мы заработали одну монетку за музыку. Не, ну кайф. Хорошо прошли. Главное в мужчине — большой мозг. У 6% игроков. Джек, а что это такое? Алиса, продолжи. Киберпанк? Так у меня нет киберпанка, я же вам говорила, я не покупала его. Я его покупала на релизе и вернула. Поэтому я не знаю ни героев киберпанка, вообще ничего. Это вы там знаете, вон, Инфинити сегодня писал про Ви, девочку какую-то. Ну, Киану там есть, это да, это я знаю. Но на этом мои познания все. Сколько кибер стоит? Кстати, его же в Стиме? Или он был в Стиме? Ща. Нагуглим. 800 лир. Это базовая версия. А с DLC 1100 стоит. Скидка 8%. Какой у нас сейчас этот курс лиры? $4 почти. Это так, 1100. Мастепин, спасибо большое. Не покупай фигня. Ладно, не буду. Это 4К. Я перевел. А где ваш этот Старфилд? Это что такое? Не хочет ничего показывать мне. Что вообще новое, интересное? Почему он не грузит-то? Что, все сломало? Так, магазин. Популярное. Что там популярное? Это Far Cry.
Far Cry у меня, кстати, есть. Блин, Death Stranding стоит 200 лир. Кошмар. Такую игру. Так дешево отдавать. А где? Его уже убрали с главной, что ли? Дота на главной. Хогвартс. Или его нету тут? А, есть. 900 лир стоит. А 900 это у нас 3500. Мустафин. На Старфилд, что? Кошмар какой, одумайся. Может, все-таки в доту? Ну, я видела, вышел мод с Russian. Тысяча планет, города, базы, причудливые миры. Нанимайте персонажей, вы работаете на разные фракции. Сейчас без резких движений. Так не получится купить, надо все равно лиры переводить на карту. А вы знаете, что, да, отключили в этом, в обменнике рубли. Если у вас рубли, вы не можете поменять их. Как эта платежка называлась? В Binance или где? Так если покупать через посредников, у них дороже будет. Вон, давайте глянем. Я поэтому все игры сама и покупала. Вы думаете, нафиг я занималась этой криптой? Мне что, делать нечего? Так, я ищу. Старфилд ищу. Нашла. Блин, а тут в долларах все. А, в рубли. Блин, мою лавочку прикрыли. И не только мою, всех. Кто через PlayStation так занимался. Блин, скажите спасибо, что я вообще не барыга, которая фармила на покупках бабки. Мустафин. Спасибо большое. Слушай, лир дать. Ты что, турок? Оказывается. Давайте назад 4К закину, а ты мне в стиме подаришь. Будем экономить рубли. Не, ну через вот вашу эту сайт, не знаю, можно его озвучивать, нет? 4400 стоит. Самое первое. Причем не написано куда. И вторая идет Steam. 6К. Но это, наверное... Причем стандарт. Стандарт и премиум. Блин, сложно. Я ничего не покупала через вот эту ерунду. Премиум 5500 должен быть. Стоит 5900. Ну, вот который я вижу. Не, ну премиум мне нафиг не нужен. Я лучше сэкономлю.
400 рублей накрутили. Не, главное, чтобы это в Steam подарком сделали. Это сделают на Xbox какой-нибудь. И что я с ним делать буду? Нормальные такие цены, да, на Starfield? А сколько Final Shape стоит? Так, финальная форма. Мастопин предзаказал уже, кстати? Вам там пушку дают. Блин, 8500. Жесть какая. Дустан выходит на уровень шейхов. Капец. Ужас. «8К гейминг», блин, XX, не говори. Не, лучше... лучше там в Starfield играть. Дешевле выйдет. Кошмар. А чё так до хрена-то? Пейбери, первый раз слышу, что это такое. Блин, Джек, я же не успела взять, я улетела сразу. Но я, честно говоря, и подумать не могу, что поднимут так цену. Блин, Киберпанк, кстати, стоит 2К. Это даже дешевле, чем покупать через Steam самой. С DLC, кстати. Вообще кайф. Можно миром оплатить. Во. Сколько Балдур стоит? 2400. Нормально. Блин, даже Балдур нормально стоит. А Дустан космос какой-то. Блин, мы, кстати, с вами сейчас опоздаем на презентацию. У нас 2 минуты, а я не открыла. Сейчас найду. Соньку-то надо посмотреть. Мустафин. Спасибо большое. 6. Надо в ламбо, да. Это видео, может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей. Что? Когда это оно стало неприемлемым? А где мой браузер Яндекса? А, во. Так. Копировать. Вставить. Блин, он хочет... А так я не могу смотреть? Он хочет вход в аккаунт, офигеть. Я не хочу, может, заходить. Ладно, иди нафиг. Но она еще не началась. Хотя уже 0:0. В Турции. Блин, выезжаю, получается. «15, да, сентября? Да. Ты, может, куда-то не туда пришла. Что это? С каких пор презентация Sony стала неприемлемой для кого-то? А
почему? Алло. Я понимаю, хочу продолжить. Во, 4 минуты. Жесть. А может, Яндекс тогда ожил? Ну вот дают. Не, Яндекс говорит, это зайти в аккаунт. Субтитры арабский. Я что, уже это в Дубаях? Так, давайте мы их выключим. Так, а по качеству у нас 2К сейчас настроим. Я надеялась на Старфилд, а не на Стамбул. Алиса, стоп. А как же Султан Сулейман? Он меня ждет. Блин, ужас, докатились, да? Уже на стримы Sony не пускают. Блин, я бы зашла, но я не помню пароль от Гугла. А сейчас все это поднимать мне лень. Ну и Яндекс опять сляжет, поэтому фиг с ним. Посмотрим на красивые видосики. Мастепина, как идея играть месяц в Дустан? Не? Нафиг Дустан получается? Офигеть, у нас планы меняются. У нас тоже, как у Ларианов, 1000 концовок. На Кавказ. Лепешки кушать. Блин, как там красиво, кстати. Выезжаю, получается. Надо только валенки купить. Месяц не играть в Дустан. Блин, мы за месяц, кстати, Старфилд не пройдем, я думаю. Это если ориентироваться к 27 октября с Аланом. Окей, Google, сколько стоят лунты? Где купить? Мужские натуральные купить в Москве. Да, это я и хотела загуглить. Так. Хочу женский. О, тоже натуральный, ну-ка. Это же Уги. На Озоне есть. О, нифига, чат, смотрите. Вы теперь знаете больше. Блин, третий кайф, прям царские сапоги такие. Натуркисы. Зима. О, там есть со скидкой. Вам не видно было. 8 штук. 17500. Но мне третьи понравились. Прослойка 2 сантиметра. Берем. Слишком дорого.
Блин, дешевле уги купить. Я их видела по 2000, вон как раз. Чуть выше. Увлекательное начало. Фу. Что это? Симулятор бомжа? Okay. No problem. All right. Okay. Well. Yeah, that might be a problem. Okay. Okay. Блин, вам это нравится больше, чем Марио? Okay. Игра, которую мы заслужили. В понедельник иду на работу, блин. Топовый комментарий. Мы с Топин сейчас такой: отменяем Старфилд, вот это берем. Вот это имба. Alright. Oh yeah, post. Alright. Yeah. Okay, tree. And up. Oh, god damn it. Nate, are you okay? You look sad. Oh, hey, Mike. No. That's sad. I was just taking a break from my run. So road's out. Yeah, road's out, but no worries. Grapple point. Grapple point. Oh, just grapple. I'll grapple it. Yeah, just grapple with a grappling hook. Oh, yeah, I'll just grapple that fucker with my grappling hook. Yeah, no worries. Just grapple that fucker. I'll just grapple that fucker. Yeah, good. All right. Well, Salada. Oh, Salada. Just. Yeah. All right. I'll just pull out my grappling hook. Топин, спасибо большое. Нет. Oh, this is bad. Okay. All right. Okay. There's enough here. Oh, God. Oh, crap. Baby Steps. Название имба. Блин, это Hi, I'm Sean настолько Benson. тупо, Here at что PlayStation, our прикольно. team is always on the lookout for creative, inspiring, and original games to bring to PlayStation players around the world. We are constantly canvassing game development studios as we search for the next exciting idea. Она And as you придумала just это? saw, Baby Steps is a great example of the innovative spirit that we're looking for. In today's State of Play, we've got a wide variety of games to share with you. My hope is that these demonstrate the diversity of experiences coming to PlayStation consoles and PSVR 2. On that note, I'm very excited to welcome PlayStation players to Roblox. This infinite variety of 3D immersive experiences is Там, кстати, making the можно jump to жениться. PS4 on October 10th. Читали Roblox новости? features full cross-platform support, so you can join 66 million daily active users across PC, mobile, and other platforms. We can't wait for you to explore Никакого millions of Fortnite, идем в experiences Roblox. together and to see what you create. All right, let's dive in. Starting with a look at 2 great games coming to PlayStation VR 2. Это просто ужас. Во, вы на Nintendo гнали. Welcome to the Ghostbusters. You might be new here, but Вот we вам have a здесь job to тоже get духи. done. This city isn't going to save itself. So get geared up and join the team, because working together Don't be the part. will give you the best chance. We got this. Luckily, you'll have access to the latest ghost-busting gadgets, if you can earn them. We're talking turrets, shields, decoys, and so much more. Throw your trap. Чат, покупайте VR, будем призраков ловить. I'm picking up something. Whoa! Watch out. И You need to скелеты. be ready for anything. Here he comes. Before you'll be ready to take on the Ghost Lord. Ghostbusters. Rise of the Ghost Lord. Oh yeah, and these guys, mini pups, they can be a real pain in the... Блин, вот здесь можно обосраться.
В этом мы не играем. Жесть. Прям как деревня президента. Деревня, кстати, тоже есть в VR. Think you can swallow me whole, huh? Это деревня. Так 4-я. А я про 8-ю. Офигеть. Ужас, кто в это будет играть. У вас будут стальные нервы. Прям точно. Во. А это... President's daughter, baby. Недавно, которая выходила. She's in this village. I'm seeing increased movement from Los Eliminados. Don't get careless. Блин, круто. Круто, но я такой боюсь. 7-я она была. Find Lewis. Fetch me the amber. Have you changed, Ada? Or are you just trying to use me again? Да. Because in this world, someone always Перевела pays. с эльфийского, да. Someone who needs me. Best not to ask who or why. Не, выглядит очень круто. It's what I researched for all these years, Ada. And I see the symptoms already showing in your И eyes. здорово, что для VR наконец-то нормальные игры стали выходить. Бесплатный апдейт. Кайф. Фрон, спасибо большое. Забыла. Блин, я сегодня столько раз меняла категорию, что уже... Уже все. О, это этот. Аватар. I am Navi. Now, you are what I made you! I was abducted by the RDA В декабре, по-моему, они and trained выходят. in their ways. For 15 years, they kept me from my world and my people. Wait. You have the map. You are Sorrento. The poor child knows nothing of our ways. Let Home Tree be a refuge from your burdens. I must seek those who can teach me the ways Мы of с the вами Navi смотрели большой разбор по and Аватару. help me Там у тебя reconnect полчаса with my было. world. Там у вас и базы, и животные. Там I много won't всего. hurt you. Но я смотрела предзаказ на PlayStation, она стоила 1007, по-моему. А учитывая, как сейчас Турция все цены подняла, и на подписки, и на игры, уже все 10 наберется. Now, we will teach you to ride like one. Now Pandora is under attack again. Видели же, да, что PlayStation Plus подняли цену на 600%. Пока я отдыхала. I will not allow the RDA to destroy this land. Слишком много графона. This is my home. The Navi will fight on your side against the RDA. I am Navi, and I will protect Блин, Pandora. Infinity, там не 4К и близко, там, по-моему, 10 или 15 за год подписки. Но PlayStation хоть клевые игры дает. We need him stronger. Каждый месяц. Faster. Better equipped.
vicious than ever. На Metal Singer похоже, в который мы с вами играли. Гострогер. Прикольно. Инфинити, уже шаришь за PlayStation, надо менять платформу. Крис. Если бы еще грузилось, был бы вообще кайф. 4К. Вы 4К все равно не увидите. Могу поменьше поставить. Они выпустили красную? Что? Новую, типа? У них же не было, да? У них была розовая, фиолетовая. Сейчас загуглим. Hi, I'm Johan Pilestad, CEO and Creative Director at Arrowhead Game Studios. And today I'm pleased to share an extended look at Helldivers 2. We're starting on the ship's bridge, preparing to select our mission from the Galactic War Map. Once cleared for mission engagement, it's time to go into your Hellpod and prepare for planetfall. Или это розовая была? Today we join a squad on one of the many planets in the galaxy, set on an important mission to eliminate a deadly bile titan. Тоже космос, кстати. Постепенно смотрим. Okay, we need to find the terminate bile titan. I think it's this way. 4 игрока. There's some enemies here. Okay, I'm covering you on the right. We're covering your rear. Блин, зато можно джойстик розовый взять. I'm switching to flamethrower. Oh god! Белый вон такой грустный. Oh, I died. Reinforcing. Oof, I have to run. Розовый красивый. Alright, I'm back. Can you guys take him out with the recoilless? Yeah, I'll try to take him down from the side. Reload my recoilless. On it. I got enemies on my back as well. Oh, there's a charger here. I'm gonna take out the brood commander. He's charging me. We take out the charger with the recoilless. Alright. Riddle away. Nice. I'm gonna thin out the crowd a little bit. There are a lot of them coming. My guard dog is taking care of the little ones. Oh! I'm throwing out the strafing run to try to take out the small guys. Очень бодро, кстати, выглядит. Oh no, you killed me! Oh. I'm sorry. One small death for the Helldivers. Reinforcing. Блин, в Okay, кого-то should we будет do топчик. something? Should we strategize? I'm drawing his attention. Alright, I don't think I have an option. We need to throw in the 500 kilogram bomb. I'm throwing it out. Oh god, he's coming for me. Getting out of the way. No way. Okay, there we go. Good job. Nice. Good job, guys. Well done, Helldivers. Another win for Super Earth. After each successful mission, players are rewarded for their efforts, allowing them to upgrade their ship, weapons, armor, Блин, я and почти strategies, поверила. giving them the edge in the many battles to come. I hope you enjoyed seeing a glimpse of just one of the many missions and planets the game has to offer. Похоже было. Now go out there and на наш spread managed democracy. шлем. О, это кабал. Слушайте, а неплохая замена будет Дустану. This is Brian Intihar, Senior Creative Director at Если не Insomniac 8К будет Games. стоить. Thank you for all of your amazing feedback to our demo at the showcase earlier this year. Marvel Spider-Man 2 is filled with an amazing story and story missions.
But today I'm here to provide you with a first look at how the open world experience is evolving and how the game is built to take full advantage of the PlayStation 5. The first thing you'll notice is that our city has nearly doubled in size with the addition of 2 iconic New York boroughs, Queens and Brooklyn. And we've introduced the web wings, an entirely new mechanic that, when combined with web swinging, allows you to traverse the city in a whole new way and at faster speeds than ever before. Whether it's a neighborhood backdrop of Queens or the fireworks that light up the sky over Coney Island, exploring these areas will feel much different than the towering skyscrapers in Manhattan, while also delivering memorable locales like Peter Parker's old stomping grounds in Midtown High and Miles Morales' current place of learning, Brooklyn Visions Academy. Hey Miles, what's up? Speaking of our heroes, Marvel Spider-Man 2 will introduce the ability to switch between the 2 wall crawlers in the open world. And, thanks to the power of the PlayStation 5, you can make that switch almost instantly. Delivering a bigger city and playing as not 1 but 2 spider heroes were big goals for Marvel Spider-Man 2. But this time around, it was equally important to provide a greater sense of exploration and discovery. As you progress through the main story, a number of new activities and storylines will become available. The majority of those will now be represented by visual cues in the world that grab your attention, such as a flock of Kraven's Talon drones circling a building, a mysterious symbol projected into the sky, or even an unfamiliar spider-bot ping emitting from one of the rooftops. Many activities, like the Hunter's cloaked blinds that overlook the Big Apple, lead to even greater challenges yet yield worthy rewards and new information about Marvel's greatest hunter, Kraven. Others will lead to a climactic showdown with Marvel villains not yet seen in this Spider-Man universe. The spider heroes have new AR tech in the lenses of their masks, providing a quick glimpse of activities already discovered, or helping locate new ones yet to be revealed. You can always refer to the upgraded Friendly Neighborhood Spider-Man app to quickly track nearby areas of interest. The app will also include incoming requests from those who call Marvel's New York home. Some will ask for either spider hero to help, while others, like the students of Brooklyn Visions calling upon Miles, will require you to put on the mask of a specific hero. All these activities, including crimes you stop from the game's various enemy factions, also now feed into the new District Progress system, which even provides more rewards and unlocks our brand new fast travel system. As you can see here, the PlayStation 5 and its SSD means you can move across the city with very little downtime. Finally, the more city you explore and the more activities you complete, the more ways you'll be able to customize your spider hero. This includes mastering additional combat abilities and traversal skills, acquiring and improving gadgets, upgrading through the new suit tech system, and of course, unlocking additional spider suits. And we're talking lots and lots of suits. Marvel Spider-Man 2 will feature over 65 suits from the comics, movies, and multiple original designs. And thanks to the all-new suit style system, you'll now have more than 200 different ways to outfit your friendly neighborhood Spider-Man. On behalf of Insomniac Games, we couldn't be more excited about what this expanded city has to offer, and all the new ways you'll experience Marvel's New York. We look forward to seeing you swinging around in Marvel Spider-Man 2 when it launches October 20th, only on PlayStation 5. Only on PlayStation. Инфинити, можешь успеть купить PlayStation 5? Как раз ее сейчас начали продавать все, кто подписку не сможет оплатить в Турции. Я к новости читала комментарии, там каждый второй такой, типа, все, плойка скатилась, можно продавать. 1 year has passed since the end of the great conflict between Dana and Rena. And so, our journey continues. There she is! Don't let her get away! After her! The gang's all here. The hell she did? She's a monster! The truth is that people Какие will девчонки always doubt, красивые в аниме. hate, and reject. Вон какое платьице роскошное. All differences must be erased. Once there are no differences, there will be... Это Клайв. О, Геншин. Скучали? What we call Это destiny is старый neither Рэй вот visible этот. nor tangible.
Yet, it is as certain as the collapsing and converging of the past and present. I called out to you, and you came. The future is like a labyrinth. Every divergence is merely an inducement. There is only one real path. You and I are each other's destiny. 11 октября. Hey, Beth Vegas! Having a great time? I hope you're all ready for the Foam Stars Open Beta Party! The fantastic 4 versus 4 party! Еще на прошлом PlayStation. Use foam and knock out the opposition! 2 insanely fun game modes! Так, Genshin же тоже есть на PlayStation. Это вот вопрос к Xbox, потому что у них нет ни Genshin, ни поезда этого. Happy Bath Survival! Dominate the arena Потому что in teams of беседка 2 with отказалась support from your allies on the outside. от Genshin, и осталась одна. 8 unique characters hit the stage. Soa. Тут вопрос к этим плейверсам, потому что тот же Fortnite есть, ну был на телефонах, на Nintendo есть, но на ПК и на плойку он адаптирован. Вот если бы они сделали FPS, было бы вообще чудесно. Хотя и без них, кстати, нормально играется. We've been having a blast with Foam Stars, and we can't wait for you to get your hands on it. The open beta kicks off later this month. Before we wrap up, Square Enix has one more update for us today. They're hard at work on Final Fantasy VII Rebirth, the ambitious follow-up to the critically acclaimed Final Fantasy VII Remake. Let's see what's in store for one of next year's most anticipated games. The world's ending. At least, that's what everyone's saying. Блин, не к нашему. This sky, I don't like it. Ну, к нашему сказали, что уже делают. Ready to fire, sir. Welcome to the New World Order. Fire! Just close your eyes and listen. Tell me you can't hear that. Her rallying cry. Planet runs out of energy. It and everything on it dies. We can overcome our fate. Am I the same as these monsters? Am I even human? Okay, we're looking for Sephiroth. Think you can find him? Oh, Sephiroth, you see. So you heeded the call too, did you? What are you talking about? As you can see, your brothers down there are having a little get together. They're our best chance of finding Sephiroth. Yeah. I ask because I suspect they're soldiers suffering from cellular degradation. Do not be deceived. You know the truth. Ну, у них там и космос, и миры, там много всего. Come on. On me. Не, это же эти Square Enix, нет? Женщина ж только что про них говорила. Это не наша финалка, это предыдущая, 15-я, что ли. Но я не такой фанат финалки, поэтому не скажу точно. Нравится. Excuse me.
Could you look after my friend? Может, Just for a bit. 7-я? У нас презентация Sony. Это старая, да, но это может быть к ней DLC. Tutelary creatures, set only to appear when the planet is in grave danger. Who dares disturb my slumber? It's upon us. Там The этих reunion. финалов уже сколько? When worlds 17 merge. штук. I'm waiting, Cloud. Да, 7-я. Во. На 2 дисках. We hope you enjoyed that new look at Final Fantasy VII Rebirth. It's coming to PlayStation 5 on February 29th. And that's all for State of Play. Thanks for watching, and we'll see you next time. Ну, так же, как к нашей финалке с Клайвом анонсировали DLC, что они делают уже их. Они сказали, что события DLC будут разворачиваться посередине игры. Вот там, наверное, так же будет. На газетах. Ты чё накапливаешь? Как же они любят паука. Инфинити, купи паука. Блин, а когда 3-я Destiny? Дайте сейчас в новостях найду. PlayStation. PlayStation. Все? Полчаса презентация? Это уже Genshin Impact пошел. А как так? Хватит, типа? Воу, как чат у них летит. Да понимаю я. Да, 27 минут шла презентация. Офигеть. Блин, очень быстро. Алиса, продолжи. Так, Roblox выйдет 10 октября на PlayStation 5 и PlayStation 4. Resident Evil 4 получит дополнение с Адой Вонг 21 сентября. Аватар выйдет 7 декабря. Ghost Runner 26 октября. Представили новые панели, да, для PS5. Блин, чат, красная панель. Офигеть, очень круто. Так, наша Destiny 3. Сейчас я посмотрю, это она? Да, Destiny 3 выйдет 8 февраля на PS5 и на ПК. Спейса не было сегодня. Предзаказы будут 22 сентября. Называется игра Helldivers 2. А в Человеке-пауке в 2 раза станет больше карты, а костюмов будет 65 штук. 20 ноября выйдет. Прикольно. В этом мы не играем, но одобряем. Блин, дополнение к ремейку Резидента. Может, нам стоит в Резидента поиграть? Прикольно. Игроки из России и Беларуси сообщили о том, что сервера Mortal Kombat 1 для них недоступны. Они не могут подключиться к онлайн-матчам. Жесть. Так, Final Fantasy 7. Релиз 29 февраля на PlayStation 5.
Сокол, нет. Нет, мы пошутили. Нет, это просто очень похожая игра на Destiny. У нас тут все игры, где есть космос и стрелялки, это Destiny. Не обращай внимания на нас. Сейчас я вам еще раз трейлер покажу. Так, где поиск? Три минуты, кстати. 2 месяца назад вышел. Мастафин, спасибо большое. КС? Это Counter-Strike? Валерман, здравствуй. Нет, только не КС. Вы чё? Блин, а почему мне видео все не дает смотреть? Лучше Старфилд. Алиса, стоп. Слушайте, ну выглядит хорошо. И то, что там есть кооператив, тоже кайф. Сокол, вот, Helldivers 2 Destiny is 3. a tactical third-person cooperative action shooter. Hi, I'm Johan Pilestedt. I'm the CEO and creative director of А что Arrowhead. кроме того, что там надо One thing that will стрелять? be Что really будет familiar там in ещё? Helldivers 2 for returning players is a stratagem system. For those of you that are new, this is the ace up your sleeve. It's a system that allows you to interface with the many elements of the Super Earth arsenal, such as the Super Earth Destroyer, the Eagle Fighter, and the multitude of weapons Блин, and equipment Валерман, that you ты can не call видел? Я down вам as you play the game. 5 минут назад рассказывал, что финальное DLC... In Helldivers 2 is Мастафин, спасибо огромное. a killing machine. Слушайте, ну может КС и не так плохо. Devastating firepower Там же into a вторая уже swarm вышла. of enemies is truly a wondrous sight. Финальная with this форма new стоит third-person 8000. perspective. Ни The хрена mission себе. you're playing is a big part of choosing your strategies. My name is Michael Eriksson and I'm a game director at Arrowhead Game Studios. If you're facing off against Ну, a кроме того, heavily что armored здесь foe, надо you want to bring отстреливать, specialized armor-penetrating weapons. Я пока что But if вообще you're не blowing понимаю, up что a здесь bug делать. hive, make sure to bring orbital barrages or other highly explosive stratagems. У вас The armor бесконечная system that катка, we've что ли? developed in the game Всё? is inspired by real firearms fired against armored targets. So this means that a shot at a shallow angle will get deflected and not penetrate the intended target. When you choose your armor, make sure it fits your intended playstyle. If you want to play as a tank, pick a heavy armor with high resistance. похоже I же. usually play with the light armor because of the increased mobility and decreased enemy detection range. In Helldivers 2, death is cheap. О, You'll die Можно to своих most of everything. Even Кайф. including your own friends' misplaced orbital bombardment. берем. Every time a Helldiver is reinforced, that's a new citizen, finally fulfilling the Super Earth dream that they've fantasized about from early childhood. This is just a small piece of what we have planned for Helldivers 2. And we Я как can't раз wait после to hear about Балдера your вдохну- experiences once this game Короче. launches later this year. Spread Вдох- managed democracy. Вдохновлена убийством своих. Да кайф, молодцы. Прикольно. 8 февраля. Алиса, продолжим. Блин, они еще выкатили делюкс издание. Паучка. Видосик. В финалке, кстати, добавят гироскутеры и автомобили для перемещения.
Кайф, сокол. А сейчас, кстати, идет бета-тест гонок, который Крю, помните? На острове каком-то вы катаетесь. До 17-го вроде. Я вам выкладывала. Да, до 17 сентября. Но это только в PlayStation. Не, это к разговору о бетках. Валерман. Буду иметь в виду. Инфинити. Готовься получать гвоздями. В спину. Буду как крыса сзади. Мастапин. Спасибо огромное. Готовлюсь скачать. Да, поставлю на ночь. Он скачается за полчаса. Если не быстрее. Только надо будет с вашим вот этим плати разобраться. Но у меня вся ночь впереди. Так что будет чем заняться. Кто-то так и не добрался. Так, Валерман, потому что ты слился. Я тебе предлагала. 125 гигов. Да кайф. У меня он в списке желаемого. Что? Когда я его добавила в список желаемого? Офигеть. Мастапин, получается, исполняет желание? Так ты говорил что-то там по часу играть или что-то такое? Три дня накатывать моды. Ужас. Не, ну с русификатором надо будет разобраться, да. Получил памятный момент. Джон, играть. Но не можешь забрать. Офигеть. Мы сегодня наклепали памятных моментов с вами, потому что у Твича эта функция уйдет. И все, кто остался со значком, останутся со значком. Поэтому клепала все, что видела. Они забирают эту функцию. Сейчас скажу, когда. Так, уведомления. 5 октября. Вот, чат. Поэтому до 5 октября можем еще наклепать, если будет что-то. И прокачаем вам значки. Джек, а ты тут? Где Джек? Пропал. Клипы убирают? Нет, памятные моменты. Но это типа клипов, да. Джон. Чё? Чё надо? Ты клепаешь эти памятные моменты? А то вон бесплатные значки дают. Но и заберут функцию 5 октября. Мне Twitch 2 раза ее присылал, но я постоянно забывала про нее. Потому что мне, чтобы вам клип сделать, вот этот памятный момент, мне надо перезаходить. Не дают забрать. Такое уверение. Надо как в Осирисе. Прям жмякнуть, чтобы наверняка. Блин, XX, я бы взяла паука, если бы я прошла прошлого. Но я не прошла прошлого, зачем мне новый? Тем более я... Блин, вот это Джон, фанат пауков. Я от пауков очень далека. Я даже Марвел фильмы не смотрела. У меня максимум это Тор, Локи. Все. Из Марвел. Кстати, отзывы у Старфилда в основном положительные. 77%. 50 достижений есть. Блин, он же уже вышел месяц назад. Могли бы скидку сделать. Хорошая сюжетка. Я наслышана.
Так Сокол сделают. Я вам выкладывала новость, что она будет на ПК. Уже сливеры скинули инфу. Вы же в Дискорде не сидите и не читаете, что я вам выкладываю. По данным инсайдера сообщается, что Horizon Forbidden West, который мы с вами проходили, и дополнение «Пылающие берега» выйдет на ПК. И релиз примерно до конца октября будет, поэтому ждем. Я думала, что на презентации скажут об этом. Вот, но не сказали. Но если сливеры уже слили это все, тем более это проверенный источник. Так что все будет. Так что, не, Horizon кайф. Мы с вами проходили, и девчонок проходили. Мне очень понравилось. И ой, жди меня. Так, Валерман, ну закрыла же. Видишь? Всегда держу свои обещания. Месяц пришел, так 80 часов потратили. Плюс отпуск еще был. Но если бы мы не закрыли Баутер, мы бы вообще не смогли никуда сдвинуться, потому что нам с вами надо было его обязательно закрыть, потому что 27-го у нас выходит Alan Wake 2, и за недельку до него мы с вами пройдем Алана 1. Он проходится быстро, но 27 октября — это пятница, 20 октября в предыдущую пятницу тоже будем. Начнем прохождение 1. Давай, Валерман, доброй ночки. На тактике? А что за тактика? Мастер, круто. Джон, а ты меня возьмешь? Я уже готова к мастеру. Хотя в прошлый раз мы сидели, и, кстати, было не так плохо. Вроде. Мне кажется, я уже могу и мечи эти заряжать, и рыцарей забирать. «52 часа наиграно». Инфинити, хорош. Мастепина, сколько у тебя часов? Ты же играл? Ты же не просто так его хвалил? Правда, да? Как этот из мемаса Слей. Правда? Все схвачено. Блин, кайф. Спасибо, Джон. Пригрел место. Мне надо будет еще раз видос с тактикой пересмотреть. На всякий случай. Девчонок там объедините в Horizon. Так, Steam можно закрыть. Так, чатик. Чё, отдыхать с вами будем? А что мы будем делать с вами в пятницу и субботу? Сегодня же у нас пятница, да. Я же сегодня к вам приду. Опять. Или не приходить. Может, ну его? Молот фармить. Какой молот? Блин, у меня молот теперь ассоциируется с Баудером. И вот этим Морфеем, которого мы хотели освободить. В Осирисе молот. Господи, что это? Как преобразился Дустан. Блин, с револьверами не играю. У меня сюжет, кстати, не закрыт на этой неделе. Но я вчера, кстати, зачем-то вообще понеслась на Неамуну. У вас там задание ранга стражей было настрелять вот с этого гранатомета сезонного мобов в Неамуне. Я такая, о, это я могу сделать. И зачем-то пошла, настреляла, подняла ранг и что-то там. Я даже не смотрела, что мне надо на следующий.
250, который. Не, ну, учитывая, что сейчас Осирис стал проще, но ходить в него все равно так же страшно, как и раньше, пожалуй, я пойду в Старфилд. Посмотрим с вами на мобов. Вот на это все. А во вторник в рейд пойдем. Заодно сюжет. По 2 недели будем с вами его закрывать. Чтобы не так грустно было. Как раз надо и русский скачать, вот это вот все. Будет чем заняться. Блин, монстр. Так. К сожалению, Сокол. Прикинь, как круто было бы. Качаете ранг стражи в Дустане, и у вас прокачивается железо на компе. Или вы какой-нибудь, вон, этот, не лайтовец. Бегаете. И у вас 360p. Все. Кстати, сколько стоит вообще Марио? Мне кажется, предзаказ... Или там писали, что предзаказ открылся. Я даже не подписана ни на одну эту группу по Nintendo. А, который вот этот Марио. Где мой? Вот этот же, да, нам показывали на презентации? Там, где они с принцессой бежали. Он? Или это какой-то старый? Они все так похожи. $60. Да. Зельда 70. Блин, надо Зельду тогда брать. Так, сколько у нас сейчас доллар-то? Блин, 5800 за Марио. Кошмар, чат. Когда так цены поднялись на все? О чем тогда жалуемся, что Дустан 8000? Так это ерунда. АПК, здравствуй. Как там КС-ка? Меня сегодня хвалили КС. Я с нее тактично слилась. Я надеюсь. КС прекрасно. Понятно. Блин, это вы просто миллиард часов наиграли в первую КС-ку. Но я не играла. Вы на ПК. Вы будете на меня там орать и ножом зарежете. Я знаю, как это все кончается. Все эти ваши КС-ки. Я смотрела какие-то видосики, мне в ТикТоке, по-моему, попадались. Там, где девчонка просила что-то скинуть, какую-то пушку. Ее там все послали. И все. И кикнули. Обучать. Мне кажется, я очень стара для обучения. А когда вторая КС-ка выходит? Или она уже вышла? Что там вообще с ними происходит? Амарант начинал с КС. Блин, чат, ну тогда получается, если я пойду в КС, там уже и бассейны будут. Оно вам надо? 1 сентября вышло. Я в Турции была, я все пропустила. У меня не грузились ни новости, ничего. Всем раздали. Мне не дали. А как забрать? А, КС вбейте. Ну ты, блин, Инфинити, что ты обманываешь тогда меня? Получить звание. О боже. Не, лучше Старфилд. Иметь прайм. О боже. Блин, логично, да? Кто играет в игру, тем и дали. Странно, что это нам не дали?
Басики надо, Фрон. Куда вы-то? Лео, что ищем? Сокол, а сколько дашь? Давай начнем с этого. Блин, все ищут вчерашний день. Уже все. Надо завтра внести показания счетчика. Не забыть. Видите, старость она какая? Когда вот ты себе в календарь уже записываешь такое, а не тусня в пятницу вечером. А пока, доброй ночки. Да я так наслушалась этих ролей, что мне кажется, я уже поняла, что там надо делать. Так что можно, да, попробовать. Заодно эссенцию это пофармить. Завтра зарплата. О, момента жду. Приходите все. А пока спасибо огромное. Ого, Инфинити. Не благодари. КС-2 это подцепить шейхов? Слушайте. Есть у кого код? Нам надо. Всегда хотела играть в КС-ку. А не вот это вот все. Так, что тут еще по играм на Nintendo? Да, Зельда 70 стоит. Вот этот детектив Пикачу $50. Блин, ценник у них, конечно, ужас. Takes-Two, кстати, стоит $40. О, Майнкрафт есть. О, No Man's Sky есть, чат. Смотрите. Блин, так не видно. Вон Майнкрафт, No Man's Sky 60. Бесплатный Fortnite. Так это через этот eShop. У Нинки же свой магазин. Где-то он должен быть. Через Ру вы вообще ничего не купите. Или только ждать, когда на картриджах завезут. Но это будет уже не 7 тысяч, а 10 тысяч. Зельда это аниме? Нет, Зельда это... Это другое. Я даже не знаю, что это. О. Давайте я вам этот видосик найду с Зельдой. Я, кстати, не смотрела, по-моему, вторую Зельду. Tears of Kingdom. Блин, куча обзоров. Что такое-то? Я хочу трейлер. О, 3 минуты идет. Нифига. Контент. Подвезла. Сколько ей уже? Полгода? Алиса. Стоп. Инфинити, когда вы деньги будете кидать?
Получили ЗП, пришли на стрим. Изи кат. Блин, киберпанк топ что-то. Хорошо сделано. А, не смотрел этот трейлер. Даже Геншин, кстати, не аниме. Это другое. Я играла в первую, безумно понравилось. Там тоже прохождение на часов 30. Вторую тоже хвалили. Не, Зельда это база. Если выбирать игру, то, конечно, Зельда. Икс, а ты уверен, что это Зельда? Я что-то не видела Zelda. там такого. We rely on your knight, and that legendary sword he carries. Our last line of defense will be Link. Link. Там еще загадок просто миллиард. Джон, спасибо большое. Сделаю карефу. Инфинити, ты будешь счастлив? I know why I am here. It's something only I can do. Do not look away. You witness a king's revival and the birth of his new world. Okay, let's go! But you are not alone. Link. You are our final hope. Офигеть. А чё так дешево? Вот я ее до этого смотрела, она всегда по 7 с чем-то стоила. Но уже, видимо, все, кому надо, купили, и все. Nintendo 30к. Алиса, продолжи. Тут и чехлы, и рюкзаки. Не, саундтреки топовые, кстати. Я вот свою Зельду, которая Breath of Wild, продавала, когда прошла, ее сразу продала за 5к. Она сейчас стоит тоже 5к. Интересно, а Ведьмак есть? Да, на Nintendo. Да, есть, кстати, 4600. Я его берегу. Когда он станет стоить 100 тысяч, я его продам. Так, чатик, спасибо вам большое за стрим. Завтра тогда увидимся с вами, получается. Раз у нас уже выходные начались. Так, Сокол, сколько мы сидим с вами? Мы тут с 5? Сколько часов? Где вообще часы? 8 часов сидим. В смысле все? Ну. Вам что, мало? Приходите почаще. Мы тут почти через день. У нас расписание, кстати, надо вам изменить на Твиче. Будем
Пятницу, субботу, понедельник. Среду, пятницу. Вот так. Увидимся вчера. Лео, договорились. Сокол, что такое? Ждешь, Осирис? С молотом вашим, револьверами, вот этим всем. Ой. Нет, Фрон. Что, мы каждый день стримим, что ли? Ща. Календарь. Ну, мы с вами стримим пятницу, субботу, понедельник, среду, пятницу. То есть у нас будет выходной во вторник и четверг. И воскресенье. 4 декабря. XX. Я надеюсь, что ты закроешь с первого раза. Да, кстати, я вам говорила про легендарные осколки, и вышел твап. Я вот его вам... Все это... Сказала, что я его, мол, показывать не буду. Ну, в принципе, я и не планировала его вам показать. Но можем открыть эти осколки почитать. Джон, ты выпустил видосик? Можем твой видос посмотреть. Так. А куда я кинула-то себе эту новость-то с твабом? Я же все потеряла. Во. Блин, давайте я вам просто кину ссылку в Дискорд к видеоролику. Кстати, видеоролик-то с Дустаном не показали. А как так? Вы же его все видели или вам его показать? Я думала, что его покажут. Что я уже забыла про него. Но он у нас есть в Дискорде, если что. Видео удалили, жесть. Блин, вот. Мне, скорее всего, на эту трансляцию тоже прилетит и мьют, и бан, и вот это вот все. Потому что Сонька со своими презентациями и звуком не любит вот это все. Позор Сони. Звуков надо. Блин, если звуков надо, это приемлемо. А вот если трансляцию, потому что у меня с финалкой. Меня закрыли для региона просмотр, и мне пришлось сидеть и нарезать это вручную. А я не умею нарезать. Это было сложно. Это голосовой помощник Алиса. Алиса, как твои дела? Вот такая вот. Молодец. Вот, но она отдельной дорожкой идет. Поэтому ее не мьютят. Раньше мьютила. Ножницами умею, да. Олег, здравствуй. Сокол, всегда вовремя, получается. Молодец. Так, опять заболтали меня чат. Все, увидимся с вами завтра. Спасибо, что провели время со мной. Мы посмотрели Nintendo, прошли полностью Baldur's Gate, закрыли его на 3 концовки, посмотрели State of Play. Кайф? Клевый день. Мы еще с вами посмотрели презентацию с Киберпанком. Вот какой день прошел. 8 часов работы. Все, доброй ночи вам. Пока-пока.